повествование, then катху, you will have to be very dedicated to chanting the holy names with great honor and avoiding all the 10 offenses. то вам необходимо посвятить себя воспеванию святых имен очень бережно, с вниманием, старательно избегая 10 нам-аппаратов, 10 оскорблений по отношению к святому имени. So I would like the devotees to speak. Я хотел бы, чтобы преданные сказали пару слов по теме Нама Татвы. So first I request my most dear Lavanga Prabhu. Прежде всего хочу попросить моего дорогого Лавангу Прабху сказать пару слов. Also some devotees have arrived a little bit later to our festival. Некоторые преданные прибыли с запозданием на фестиваль. So I want to welcome my very dear Vishaka. And also a very learned devotee. И очень ученого преданного, who has studied Shastra so much, который очень много, уже долгое время изучает шастру. And kept the verses of Srimad Bhagavatam in his heart. И прячет шлоки Шримад Бхагаватам в своем сердце. Ananta Prabhu. No, not you. You're also like Это тоже про тебя, но тебя не зовут Ананта. So I hope that perhaps in the evening he may speak also. Может быть, вечером Ананта даст Прабху, скажет пару слов. So without any further delay, И не задерживаясь, мы дадим слово Лаванге Прабху. Gyananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Narayana Parayana Jadahankara Shana Rupanungam Rikam Hima Tayochanate Namaha. Шила Гурудев повелел мне сказать несколько слов о Намататве, конкретно о втором стихе Шишаштаки, которая была оставлена нам на все века, на все времена, по милости Вайшнавы. По милости Махапрабху. По милости самого Шри Чайтаньи Махапрабху. Нам намакари Бхагавада Ниджа Шарва Шактис Татрарпита Ниямика Смаранина Кала Этактриши Тава Крипа Бхагавам Мамапи Рудайвам Дрихан Иха Иджани Нанурага. Этот стих переводится таким образом: «О мой Господь, Шри Кришна, Ты явил нам беспричинную милость, поместив в свои святые имена все свои бесчисленные энергии, всю свою силу, всю свою шахту. Не существует каких-то конкретных правил или ограничений во времени для повторения этих святых имен. Но я настолько неудачлив, у меня нет удачи, у меня нет влечения в повторении твоих святых имен. Живое существо пребывает в этом мире в обусловленном состоянии с незапамятных времен. И все, что оно имеет в этой жизни, это свои впечатления, свои желания, какие-то свои цели, которые, собственно говоря, обусловливаются только личным эгоистическим интересом. И противоречие заключается в том, что при этом само живое существо хочет бескорыстно любить и хочет, чтобы его также любили. И находясь в этом мире, в самсаре, в круговороте рождения и смертей, ее желания никак не исполняются. И
Все живые существа, начиная от самого маленького насекомого до Творца Брахмы, желают обрести счастье и не знают, что секрет этого счастья уже давно находится в их сердце. Суть в том, что опыт всех людей, достигших уровня освобождения и выше, говорит о том, что однажды они обнаруживают, что Господь находится в их сердце. И на заре творения мудрецы, медитирующие на абсолютной истине, они отключили все свои чувства от восприятия внешнего мира, от восприятия как дуальной реальности. Достигли просветления посредством своей практики. И они услышали звук. Этот звук был Ом. Это настолько удивительное явление, что человек, который не имеет знания об этом божественном звуке, а этот звук и есть сам Бхагаван, Шри Кришна, люди не знают даже, как его описывать. Они его слышат, но не знают, что это такое. И только благодаря милости самого Шри Кришны, благодаря милости вайшнавов, чистых преданных, человек начинает осознавать, что этот звук есть суть мироздания. В этом звуке находится все, что является собой вечную жизнь. И сегодня, в настоящее время, многие люди следуют ложным практикам, ложным устремлениям, думая о том, что их сознание подобно чистому листу, на котором можно нанести несколько красивых мазков, и эта картина и есть они сами. Но духовная реальность другая. Картина уже внутри нас. Ее не надо рисовать, ее не надо выдумывать. Она уже здесь. Сам Кришна Удаве объясняет, он говорит, что на заре творения я вложил этот звук Ом в сердца всех живых существ. Ну, не на заре творения, имеется в виду в своем творении я поместил этот звук Ом в сердца всех живых существ. Это уже находится здесь, уже в нас. Это не было как-то привнесено, это наша природа. И сегодня так много ложных учений и ложных практик, которые говорят, ну приходи ко мне, ты обусловлен, у тебя так много проблем, но ты приди ко мне, я тебе дам волшебную мантру. Эта мантра, она несет твой новый образ. Ты будешь вот этой гопи, а ты будешь вот этим пастушком. Повторяя эту мантру, представляй себя этим. И пройдет какое-то время, и ты поймешь, что то, что кем ты себя представлял, ты этим не есть. Но наши ачарьи разрушают эту концепцию. Они говорят, это вообще сахаджи, это притворство. Не надо ничего представлять и выдумывать. Ты уже есть. Тебе не нужно кем-то становиться, потому что ты уже есть. Единственное, что невозможно для тебя сейчас, это мгновенно преодолеть эту обусловленность. Вишванатха Чакраварти Такур, он эту обусловленность описывает. Он говорит, люди ошибаются в своем самоотождествлении и принимают не реальное за реальность, а реальность за иллюзию. И мы с вами видим это. Когда мы собираемся вместе, он говорит, посмотрите, какие-то странные люди собрались.
что они делают, они не работают, when we come together, не создают блага others для judge us общества. thinking that we're lazy losers that don't bring any value to Но society Вишванака and Чакраварти doing такой some weird говорит, things. что But Vishwanath Chakravarti Thakur says that иллюзорная жизнь это как Illusory цветок в life. небе. Вы когда-нибудь видели, что цветы like растут в flowers небе? in the sky that we've А never может быть вы seen. видели кролика с рогами? Maybe you've seen rabbit with Вот эта horns. жизнь и есть жизнь обусловленного существа. И в какой-то And this момент life is the life когда of a вдоволь conditioned настрадавшись, being. And when a person живое has существо начинает having искать have выход из suffered этого enough, положения. a По какой-то living being непонятной tries to escape the situation милости, by по inconceivable mercy, непонятно по какой причине вдруг перед живым существом unexplainable reason, возникает the возможность living being впервые gets познакомиться opportunity to с самим собой, с to реальностью этого understand мира himself, understand the reality и of this самим world, Господом Шри and Кришной. with the Lord Shri Krishna. И как же это происходит? And how does it happen? И вот здесь как раз Шри Чайтанья Махапрабху говорит: Shri Chaitanya Mahaprabhu Нам says, нама кари, бабута, ниджа, шарва, шартис. В святые имена holy names Кришна вложил сам of себя. Krishna, contained И Krishna himself. этим святым именам нет числа, их огромное They're countless, количество. the names of the Lord, they're countless. Кришна, Говинда, Рама и так далее. И в этих именах уже находится сам Господь. And Lord is in his names. Кришне очень хочется, чтобы Krishna все живые существа, desires all living beings они вернулись в свое изначальное положение, которое не помнят. to return to their original position, their true nature. To Но restore their живое true nature that существо they don't настолько remember. обусловлено, что ему нужно преодолеть каким-то образом ту иллюзию, в которой он находится. The И being has to overcome the illusion in which he Святое is имя kept, and the holy name обладает такой мощью, has the power, которая разбивает все препятствия для того, has чтобы the power to в конечном break all the итоге живое obstacles, существо to allow, достигло to конечной enable the цели living своего being to совершенства, reach his а именно final пришло в goal, духовный мир. to go to come to the spiritual И world. понимая, что у каждого живого существа свои индивидуальные отношения с Кришной, Understanding that everyone has his unique, и relationship понимая with эту Krishna. индивидуальность, которая заключается в расах, в отношениях, Кришна являет себя в различных святых именах в соответствии с этой расой для живого существа. Живое существо, повторяя святые имена, Krishna has different relationship and Открывая different races святые by имена. chanting the holy name По of милости each person, духовного учителя, по by милости the mercy of самого the spiritual Кришны. master and by the mercy of Krishna. Оно осознает свои Understands изначальные his отношения. eternal relationship with the Lord. Кришна очень милостив. Krishna is extremely Он merciful. дает возможность He gives the осуществить opportunity не только материальные желания to живым fulfill существам, not only которые мы с material вами уже desires, which прошли. we've had plenty of. Уже много раз рождались, Many times we've been born, женились, were married, было много детей, had many children, были уже и отреченными, and we've been и renounced неотреченными, и все это уже and прошли. unrenounced, and we've Но passed святые it. имена Кришны и сам Господь, But Krishna, and his который не holy name отличен от своего святого имени, позволяет осуществить все желания. permits us to Но fulfill all особенно desires, but especially Кришна позволяет Krishna allows us прийти to come прямо к себе домой, directly to his позволяет живому существу ощутить allows a living being to feel ту самую Мадхурью расу, Madhurya которую rasa все так давно ищут. that everyone is searching for, has been И сам Господь Чайтанья, Он Seeking. дает такую расу, которую никто никогда Chaitanya gives не such давал. rasa that's never been given before. Прошло огромное количество юг, So many yugas have passed. огромное количество юг. Практически последний раз это было Last time it 8 миллиардов, там, с лишним, 300 с лишним миллионов лет назад. 300 million Вот years с ago. этих пор никто ничего не давал. And since that time nobody's been given anything. Маленький, это большой срок.
А мы в таком невежестве, что мы даже это не And помним. we're so ignorant that we don't even understand that nothing's been available for a while. И вот сейчас Господь Чайтанья говорит, нам нама кари бабуда, ниджа сарваша си, татрар питаниями, там сварани накалами. Господь Чайтанья обращается ко всем живым существам, проявляет свою беспричинную милость. Shows his godless mercy to all, И в этих стихах Он хочет показать, как and in his живое существо достигнет Его. verses he wants to show the path how a living being can reach С him. помощью какой-то определенной садханы, With the help of appropriate каких-то sadhana тапаси, and some всевозможных austerities пожертвований, and что достигнет живое существо. sacrifices, what can a living Без being reach? преданности Without devotion Господу, to the Lord, Его преданным, любые результаты будут обнулены. everything will be Рано или waste поздно. of time, all efforts, unless there is devotion to the Lord and His И devotees. В этих стихах And in these poems, да, так неявно, очень скрыто, and in the с намеком, но со стопроцентным утверждением it's говорится, 100% что повторяя святое confirmed. имя, It said that if you chant the holy name, живое существо будет преодолевать препятствия, которых оно само себе создало когда-то там много-много, и их неизвестно лет назад. И что же святое имя, ну, я не знаю, как уместно ли сказать, разрушает? Да, с одной стороны разрушает, с другой стороны трансформирует. Как бы в первом стихе Господь Чайтанья говорит, Четодар Панамарджана, то есть нужно зеркало ума почистить. Вот зеркало, когда мы чистим, это разрушение пыли и трансформация зеркала. Я не знаю, как это сказать. Вот. И повторяя внимательно святые имена, мы разрушаем здравие. Здравие – это наше впечатление от реализации каких-то желаний. Сегодня все желания, мы его осуществляем, и эти впечатления, они закрепляются, фиксируются в нашей читте. Любое желание, которое реализуется, оно фиксируется очень твердо, подобно цементу, подобно бетону. И повторяя святые имена, человек на своем личном опыте может убедиться, что вот эти устоявшиеся впечатления, которые именуются дравией, они начинают уходить. Как бы становятся вначале второстепенными, незначимыми, а потом вообще исчезают. То есть у них свое место. Ну, как вот мусор, там свое место мусору, свое место чистоте. И следующее, то, что Святое Имя также разрушает, это карья, это уже впечатление, которое мы создали на основе взаимных отношений в социуме, социальные впечатления. Они очень сильные. Мы рождались много раз, и нас называли Петями, Васями, нас называли кем угодно, нас называли йогами, нас называли девочками, мальчиками. И это все благодаря общению в социуме. Нас называли умными и глупцами. И эти впечатления также очень сильно легли в наше сердце. Но там не было впечатления, что мы слуги Кришны. Там не было впечатления, что есть Шримати Радика, и что у нас есть отношения с ними, которые уже есть. И повторяя Святое Имя, человек также разрушает эту оболочку. И за ней еще следующая оболочка этой двойственности. Это аханкара, или карака ее называют. Это буквально, если перевести, это означает «я делаю», «я творю». Вот это желание, вот это вот впечатление, что я творец,
И что на самом деле все делаю я, ну, самое последнее, самое жесткое, потому что это... Мне кажется, что говорю я. Но по милости нашего Шрила Гурудева я говорю, это говорит он, не я. Я передатчик. Я инструмент. Ну, во всяком случае, у меня такое желание. Я сопротивляюсь этому, конечно. И повторяя святое имя, человек разрушает и эту ложную оболочку своей читы, вот эту грязь. И вот тогда человек впервые сталкивается с другой реальностью. Он получает благо намабасы, тень повторения святого имени. Вот эта тень повторения святого имени дает человеку то, что величайшие аскеты достигают невероятными усилиями, лишая себя сна, еды, укрываясь в пещерах, закрывая свои чувства всевозможных наслаждений. Они стремятся увидеть ослепительный свет Брамана. Так много усилий, и потом так много счастья от этого ощущения. Но наши ачарьи говорят, да, это тень святого имени, это даже не реальность еще. Это не то, что вы ищете. И далее, повторяя святые имена, человек однажды осознает не только это все проникающий Браман, он осознает Параматму. Он осознает то, что Кришна находится везде, в том числе в твоем сердце. Затем живое существо откроет самого Кришну. В каком виде? Вначале поймет славу его имени, что святое имя не отлично от самого Кришны. Это звучит как, когда мы слышим об этом, это звучит как теория. Кришна не отличен от своего имени, да, и мы это, Кришна не отличен от своего имени. Но когда приходит это осознание, это откровение изнутри, у человека раз и навсегда пропадает сомнение о том, что Кришна имя его не отлично друг от друга. Затем являются качества Кришны, его форма, его качество, его лилы. И все это постепенный процесс. И все это дает святое имя. И Господь Чайтанья говорит, вот это вот нам намакали Бамудани Джасараша. А как же повторять это святое имя? Ведь есть какая-то дисциплина, какие-то правила для повторения этого. А Господь Чайтанья говорит, да нет, это в общем-то для повторения святого имени, для того, чтобы помнить о святом имени, смара, нинакала. Не нужно никакого специального времени, не нужно никаких каких-то специальных условий. Ты можешь это делать везде. И что, и в туалете? И в туалете? Гуру Дас, он сам сказал, что Чайтанья, а что ты язык держишь вот так? Ну, вы эту историю знаете. Для того, чтобы памятовать святое имя, не нужно какого-то чисто ты, не чисто. Это не играет роли. Женщина ты или мужчина, старый ты или молодой, ребенок ты или какой. Просто вспоминай святые имена. Особенно, когда ты их произносишь. И, Господь Чайтанья, он дальше, он передает свои чувства. Его слова — это не то, что написано как назидание. Это и есть он сам, его переживания. Он поучает нас, дает нам возможность соприкоснуться лично с ним. Он говорит, что у меня нет той самой благой удачи. Yes, this means
not you have to stop immediately means that Это уже soon. укажет. Вот скоро надо Все, завершить. одну минуту. Он говорит, у меня нет благоудачи. Because I have no fortune. И почему? And why? Эта неудача заключается в том, что, повторяя святые имена, Misfortune is мы совершаем намоапаратхи, оскорбление святого имени. because we're full of other. И как же, что же нужно сделать And what в этом to do случае? in this case? Ну, первая вещь, это, конечно, всегда находиться в обществе Always возвышенных be преданных. near elevated devotees. Без общества возвышенных преданных, без общества Гурудева, осознавшего Вайшнава, практически никакая практика не даст своих результатов. И никакие трансформации человек не сможет сделать должным образом. И в этом стихе Господь Чайтанья упоминает о 4 важных вещах. Первое, что он говорит, нам Намакари Бахудани Джашара Шактис. Он говорит, что святое имя не отлично от него самого. Следующая вещь. Ниджа Сарва Шактис. Это означает, что у святого имени есть своя независимая воля, как у Кришны. Не обусловлено никакими рамками, никакими условиями. Оно действует по своей сладкой воле. И по своей сладкой воле оно открывает духовный мир любому живому существу, очищает его, устраивает встречу с чистыми преданными на все святое имя. Поэтому так важно повторять Харе Кришна везде. И другой очень важный аспект – это что же делать, если у нас нет вкуса к святому имени? Господь Чайтанья говорит, что в этом случае нужно хорошо себя покритиковать, признать свое вот это ужасное падшее положение. Да я повторяю уже 20 лет Харе Кришна, а вкуса у меня никакого нет. Ну нормально, нет? Значит, со мной вообще что-то неприятное. Я вообще ужасный человек. Столько лет повторять святое имя. Вот. И следующий шаг, Господь Чайтанья говорит, что раскаяние. Раскаяние, слезы на глазах должны быть у нас, когда мы понимаем, что мы вот такие, какие есть, и что мы неудачливы, что мы отвернулись от Господа, что духовный учитель приезжает к нам, он уезжает, а у нас слезы на глазах не наворачиваются. Ну, классно провели время. Нужно плакать и думать, почему так все происходит со мной. И Господь Чайтанья говорит, вот тогда самым падшим, самым таким самокритичным, раскаявшимся, преданным я оказываю особую милость. Это 4 основы в этом стихе. Харе Кришна. Very good. So he explained 4 main points. Он объяснил 4 главные идеи. Namakari Bahudani Jasava Shaktish. That the power of the holy name does not come from your mind, your imagination. The name himself is powerful. Сила святого имени, у имени своя Васту Шакти, своя сила, не зависит от вашего воображения, от ваших каких-то усилий, вымыслов. So that means Nam has Vastu Shakti. У святого имени есть Васту Шакти. Vastu Shakti nahi buddhira pekshate. When something has its own potency, then that potency doesn't depend on your mind or intelligence. Это сила, Васту Шакти, это сила, которая принадлежит кому-то или чему-то. То есть у святого имени его собственная сила, не зависящая от вас или каких-то обстоятельств. And Durdaiva Idrisha Mihajanira Anuraga. I'm feeling no attraction to chanting because of Durdaiva. I have committed many offenses. И Дурдайва, почему я не испытываю влечения к воспеванию святых имен? Из-за того, что я совершил множество оскорблений, Дурдайва. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu, by his own example, своим примером Шри Чайтанья Махапрабху, in these words, he's repenting, he's lamenting. Эти слова, которые он выражает, это есть его раскаяние, выражение своей вины. To show us, if we want to enter into the experience of the holy name, the doorway is contrition, repentance. Он показывает нам, если мы хотим обрести милость святого имени, вход в этот процесс — это раскаяние, покаяние. Don't criticize anyone else, criticize yourself. Прекратите поносить других и критиковать, искать вину и недостатки в других. Займитесь собой. Вот себя сидите и критикуйте все время. And because he said, I feel no intense
eagerness to chant due to offenses, that also implies that if you chant without offense, then automatically the touch of the holy name will ignite a fire of intense eagerness for Krishna. И он не испытывает никакого трепета, никакого желания воспевать святые имена. Но это указывает на то, что если появилось вот это усердие в повторении святых имен без оскорблений, то тогда бы в сердце загорелось пламя энтузиазма по поводу постоянного желания произношения святых имен Господа. Then, another implication of the verse. И еще один смысл, который несет в себе этот стих. This verse corresponds to the stage in Bhakti called Sadhu Sangha. И вот этот стих относится к этапу развития бхакти, который называется садху санга. Why? Почему? Because no living entity in this world Ни одно живое существо в этом мире will ever pray like this. никогда так молиться не станет добровольно или собственным. They will never say, God, you and your name are not different. Как живое существо вдруг додумается, что Господь и Его Святое Имя не отлично друг от друга. Actually, in medieval times, there were some monks, and they put forward the idea that God and His name are not different, and they were ostracized from the church for being heretics. На самом деле, в истории развития христианства был период, когда монахи, святые, они стали озвучивать такую идею, что Господь и Его имя не отличны друг от друга, но их наказали, их отлучили от церкви за вот эту идею. So just to arrive at this conclusion, that faith that Krishna and His name are not different means that that person must have associated with a saint. То есть Джива никогда бы не пришла сама к такому выводу, что Господь, пониманию, что Господь и святые имена не отличны друг от друга. Это уже указывает, что у Дживы была возможность общения с садху, и Джива услышала из уст садху вот эту идею. Because only one who has realization of God, he's deeply convinced of this fact. Потому что убежден в этой идее и факте только тот, кто уже осознал, что Кришна не отличен от Его святого имени. And then, another reason why this verse indicates sadhu sangha. И дополнительная причина, которая доказывает, что вот этот этап духовного развития соответствует этапу садху санги. Because the conditioned souls, they're very satisfied with just doing a few rounds of stick round, Потому watch что TV and обусловленную дживу полностью устраивает прочитать несколько кругов, там проверить там сообщения на телефоне, посмотреть телевизор и сказать, ну я читал свои круги уже, все. Only when they come in the association of actual sadhus, then they realize, oh, I am completely spaced out. Только в присутствии садху они начинают понимать, что они не путевые в своей практике, они понимают, что я рассеянный, я невнимательный, я толком вообще садху не совершаю. Really, I have no devotion to this holy name. И только тогда начинают возникать такие мысли самобичевания, что я не предан святому имени, нет у меня никакой заинтересованности, настоящей искренности. So when the living entity has association of actual sadhu, когда в жизни живого существа появляется истинный садху, вот только тогда и возникает такое умонастроение, такого раскаяния, самобичевания. So all of these, the important teachings are within this verse. И все вот эти важные уроки заложены, присутствуют в этом куплете Шикшастаки. Thank you. So in the evening, because it was extensive. Yes. Now we'll come to our subject for this morning. И сейчас мы перейдем к сегодняшней теме. Nama Shrestam Manamapi Sachiputtam Atra Surupam Rupam Tasya Grajamuri Purim Maturim Goshtuvartim Radha Kundamadevaram Ahoradika Amadavasam Praktorasya Atita Kripaya Sri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadale
Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Bhadivyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bhakti-vinaya Chaparaya Vakshane Chittasya Kamarika Vipamaidva Shanam Rapana Vinte Namaste Sundar Shikanda Shekhar Smarhas Murli Manora Radhikar Sikamama Kripa Nidhe Swapriyacharana Kinkurim Kuru Tavai Vasmi Najivami Taya Bina Jivikyaya Devi Tam Namam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhya Panorada Tama Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Satasi Srimad Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami. Прежде всего я предлагаю свой Шаштан Дандават Пушпанджали, свое сердце, подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, который является объектом моего поклонения, Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада Штота Рашата, Рупанугачари Вари, Шрилы Бхактивиданта Нарайана Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and our entire Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara, and I beg for their mercy. Затем я предлагаю тысячи поклонов лотосных стоп Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и все лучезарные Шри Гуру Парампары, и я прошу их о милости. And finally, I offer my pranam to my dear brothers and sisters, all Vaishnavas. В завершение я предлагаю поклоны всем Вайшнавам и Вайшнавам, моим братьям и сестрам. Шрила Гурудев ки! By the causes of Sri Guru and Gauranga, По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги we have been discussing the three desires of Sri Krishna that were unfulfilled in the Nikunja Leela of Vrindavan, that were fulfilled when he appeared as Sri Chaitanya Mahaprabhu. мы услышали о том, как три неисполненных желания Кришны в Кришна-лилах стали исполнены в его Гора-лилах. Then, yesterday evening, we discussed that Srimati Radhika also had three unfulfilled desires in the Nikunjan Leela of Vrindavan, and they became fulfilled in Gaura Leela. И вечером мы также услышали о том, что у Радики тоже были три неисполненных желания, которые она смогла исполнить в Гора-лилах. So today, this morning, we will discuss
how the Sakis of Srimati Radhika also had 3 unfulfilled И desires. сейчас мы услышим о том, как у Саки Радхики тоже были 3 желания Никунджа Лила Кришны, которые они не могли исполнить. That were only fulfilled in Gaura Lila. К счастью, они были исполнены в Гора Лила. So the word Saki Слово «саки» means friend. означает «подруга». But you should not think, oh, just like you have friends in Но this это не world. такие друзья-подружки, как у вас есть. First, try to understand the subject Нужно вникнуть в саму тему from the perspective of Tattva. с ракурса татвы. In the Brahma Samhita, there Lord Brahma has prayed. В Брахма-самхите Господь Брахма молится. Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitavis Taviya Eva Nija Rupataya Kalavi Goloka Eva Nivasatya Kilakma Bhuto Govinda Mari Purusham Tamaham Bhajami. Sri Krishna is the embodiment of the Ananda Chinmaya Rasa. Шри Кришна является олицетворением Ананда Чинмайи расы. That is not a material mellow, Это не материальное, but an ecstatic taste that comes from the intense condensed manifestation of God's internal consciousness, cognizance potency and His pleasure potency. это ощущение вкуса, которое возникает только благодаря концентрированной интенсивной энергии слияния энергии осознания и энергии удовольствия Господа. Pratibhavitavi. Bhavita means infused with rasa. Бхавита значит пропитан расой, наполнен расой. And pratibhavita А пратибхавита means just like there was a wealthy man. означает подобное. Приведем пример богатого человека, He wanted to do good. который хотел совершать благие поступки. So he used his money to build a free hospital Он хотел заняться благотворительной деятельностью и for free построил medical treatment for everyone. больницу для бедных, в которой предоставляли бесплатное медицинское обслуживание. So one day he was in an accident Однажды он сам попал в катастрофу and he was unconscious. и оказался без сознания. But when he woke up, he saw that he was in the hospital that he himself had donated. Но когда он пришел в себя, он увидел, что как раз он оказался в той самой больнице, которую он построил. So, just as upakar means to help someone else, but pratyupakar means that you help someone else, but the result of helping them is that you helped yourself. Упакар значит помочь другим, а праупакар значит оказаться самому получить пользу от того благого деяния, которое ты совершил для других. So, pratibhavita means that Sri Krishna, by his beauty, by his activities, he infuses, causes the appearance of ecstatic rasa in Srimati Radhika, and then Srimati Radhika loves him with that ecstatic rasa, and then he becomes the beneficiary of his own activity. То есть это означает, что Кришна своим присутствием, своей любовью вызывает такой прилив расы в Шримати Радхике, что потом она служит ему этой расой, и он сам вкушает вот этот нектар этой расы и получает благо от той расы, которую он сам вызвал. Radha and Krishna mutually are infusing each other. Они взаимно все время подпитывают друг друга расой. So their love is ever increasing. То есть любовь постоянно растет, растет, растет. Tabiya eva nija rupataya kalavi. Radhika is Krishna's nija roop. His own Hladini pleasure potency, that is his form is Sachidananda. The Ananda aspect of Krishna has manifested outwardly in the divine form of Srimati Radhika. Радика, Ниджа, Рупа, Кришна, его форма, то есть это вся Ананда в Кришне, его блаженство приняло внешний облик, стал в теле Шримати Радхики. Nija rupataya kalavi, and kala means the portions of the roop. Это частички рупы.
So Radhika is Krishna's full Shakti, and all her Sakhis and various other gopis are portions of Radhika's, that means her expansions, that is called Kaya Vyuha Roop. Радика Пурна Шакти Кришна, полное проявление энергии Кришны, а все ее самые близкие подруги, даже все остальные гопи, они ее экспансии. Кая Вьюха, то есть проявление, частичное проявление Шримати Радики. Srimati Radhika has unlimited ecstatic emotions. У Радики безграничные, бесчисленное количество экстатичных настроений, эмоций, чувств. And each one of her manobriti, that means of her psychological tendencies to love Krishna, has assumed a murti. У нее бесконечные такие психологические склонности проявить любовь к Кришне. И вот каждая из этих психологических настроений проявляет форму одной из гопи. So, the 8 chief manobritis, or 8 chief psychological tendencies of Radharani have become her Astasakis, Lalita, Vishaka, Chitra, Champaklata, Induleka, Rangadevi, Sudevi, И and 8 Tumavita. главных настроений Радики приняли облик ее 8 главных подруг. Лалиту, Вишаки и так далее. Please should control a little, because this is the adult time. Сейчас серьезная тема, поэтому деток держите поодаль от конфликта. So, therefore, see, Roy Ramananda, he said, Radhara Swarupa Krishna Prema Kalpalata Sakirgana Hoy Tarapala Pushpapata. Radharani is like a creeper of flowering vine of love for Shri Krishna. Радика подобна цветущей лиане любви к Шри Кришне. And that vine becomes more beautiful when it has leaves and flowers and buds, manjaris. И что украшает лиану? Лиану украшает листья, цветочки, бутоны. So the Sakis of Radhika, they are the leaves and flowers and buds. Саки, подруги Радики, они листья и бутоны, и цветы на этой лиане любви к Кришне. So they are non-different from Radhika Они herself. не отличны от самой Радхики. So Prema Lila Viharanam Samyak Vistaraka Ki Saki. Those who expand the love and the pastimes of Radha and Krishna, Prema, Lila, and Vihar, their divine play, those expanding these fully, they are called Sakis. Саки — это те, кто насыщает Према, Лила и Бихар Радхи и Кришны, кто насыщает любовь Кришны и Радхи, их игры и их удовольствие. So Srila Krishna Skaraj Goswami said, Vibhorapi Sukha Rupa Swapakashopi Bhava Shanamapi Nahirada Krishna Yo Yadate Swa Pravahati Rasa Pushtim Chit Vibhuti Ivesha Sayatina Padamasam Kasakinam Rasakya. What person who knows about rasa would not take shelter of the lotus feet of these Sakis? Кришнадасская Радха Госвами говорит, как кто-то, сведущий в расе, не захочет принять прибежище у этих Саки. Even though the happiness of Radha Krishna is all pervading and unlimited. Удовольствие, радость Радхи и Кришны всепроникающее. Even though the joy of Radha Krishna is Swapakash, self-manifested. И радость Радхи и Кришны свапракаш, самопроявленная. But still, Radha and Krishna, they cannot feel happiness for even 1 second without the Sakis. Но без своих Саки Рада и Кришна не могут испытать радость даже на 1 секунду. Pravahati Rasa Pushpin. They nourish the flow of rasa in the pastimes of Radha and Krishna. Они помогают вот этому потоку расы в лилах Рады и Кришны. Chit Vibhuti Усиливает его. Just as Lord Narayan in Vaikuntha is surrounded by his own opulences in embodied forms. Господь Нарайна на Вайкунтхе, он окружен своим собственным достоянием вибхути в проявленных формах. Его свита — это проявление его вибхути. So all the divine mystic powers of Lord Narayan are his associates in Vaikuntha, his vibhutis. Все его различные мистические силы принимают олицетворенный облик и служат ему на Вайкунтхе. So in the same way,
Oh, Lalita, Vishaka, Chitra, Champaklata, Rupa Manjari, Rati Manjari, all these beautiful gopis, the Sakis of Radharani, they are the embodiments of the Vibhuti, the mystic power of Radha Krishna's love. И аналогичным образом Лалита, Вишака, Читра, Чампакалата, Судеви, Рупа Манджари, Рати Манджари, все эти прекрасные гопи Вриндавана, они проявления вибхути, любви Радхи и Кришны. Sri Radha Pada Pada Chavi Madurataya Prema Chis Jyotirekam Bodhe Udbhuta Pena Stavakamaitanu Sarva Vaidakjapurna Kaishora Vyanjitas Tad Ganaruga Pagana Sri Chamatkara Bhajo Divyalankara Vasta Anusarasta Sake Radhika King Koristaha. Srila Prabodhananda Saraswati Thakur said, from the lotus feet of Radhika, there is an effulgent light of praying. Шрила Прабодхананда Сарасвати Такур говорит, из лотосных стоп Радхики исходит сияние любви. And that light spreads everywhere and becomes an ocean. Это сияние расходится повсюду и превращается в океан. And that ocean is turbulent with waves. Это бушующий океан, в котором много волн. And when the waves of the love of Srimati Radhika, they crash, then the foam goes into the air. И когда эти огромные волны в океане любви Шримати Радхики вздымаются, обрушиваются о берег, то появляется много пены. And the foam from the crushing waves of love in the heart of Srimati Radhika, that is what the bodies of the manjaris are made of. И пена на гребешках волн любви к сердцу Шримати Радхики — это то, из чего сотканы тела манджари. Oh, how this foam appears! Sarva Vaidakjapurna, they are all very clever, cunning and expert and brilliant at all arts. Это особая пена, они все очень хитрые, разумные, смекалистые, талантливые. Sarva Vaidakjapurna, they are so young and sweet. Юные, сладкие. Chamatkar Bhajo, they are, if you see one of them, you'll be Chamatkar. Даже если вы одну из них увидите, вы будете удивлены вообще. And they're all decorated Divyalankara Vastra in divine ornaments and clothes. И они очень нарядно одеты, на них удивительные божественные украшения. So chief among them is Rupa Manjari. Рупа Манджари главная среди них. As the 8 Sakis are the expansions of Radhikas, so similarly the Astamanjaris are the expansions of Rupa Manjari. И подобно тому, как Аста-Саки, 8 главных подруг Радхики — это экспансии самой Радхики, 8 Манджари — это экспансии с Рупы Манджари. So those the Astamanjaris appeared in this world as our 6 Goswamis, plus Krishnadas Kaviraj Goswami and Lokanath Das Goswami. Вот эти 8 главных Манджари пришли в этот мир как наши 6 Госвами, плюс Кришнадас Кавираджа Госвами и Локанат Дас Госвами. And then from them are expanding more form. И из них еще исходит дополнительная пена. So astonishing, Такая so поразительная. expert and cunning and clever in all arts. Снова все умные, хитрые, опытные, талантливые. Like Kamala Manjari. Камала Манджари, And she например. came in this world as Srila Bhaktivinoda Thakur. Камала Манджари пришла в наш мир в облике Шрилы Like the Бхактивинода Narayana Тхакура. Mani Manjari came into this world as Srila Bhakti Найна Saraswati. Мани Манджари пришла в этот мир в облике Шрилы Бхактисиданта Сарасвати Тхакура. So that is the ontology, the nature, the identity of our whole group. Это антология, происхождение, истинное положение нашей представителей нашей Гуру Парампары. This is our Guru Parampara, Наша Гуру Парампара. Вот the embodiments of the foam from the crushing waves of love in the heart of Radhika that come to this world. это проявление пены с гребешков волн в океане любви в сердце Шримати Радхики. So, Sarayata Napadamasa, what Rasik person will not take shelter of them? И какой разумный, расичный человек не захочет принять прибежище у таких личностей? So, this is the tattva, the identity, the ontology of the Sakis. Это антология, происхождение, понимание того, кто такие саки. They're Vishramba Manipeti. That means that they are like a jewel box, Они подобны шкатулкам, carefully protecting the jewel of Radhika's trust in them. это надежные шкатулки, в которые в себе хранят доверие Радхики к ним. Srimati Radhika spontaneously has the
deep faith and trust in them. Радика полностью доверяет каждой из них, любит каждую из них и полностью доверяет каждой из них. That they are dedicated to her, that they always serve her in such a way that she can meet with Krishna, and they will not try to meet with Krishna themselves independently. Она знает, что они всегда преданы ей, только защищают ее интересы и никогда без ее ведома или без ее позволения не захотят лично тайком встречаться с Кришной. So yesterday we were discussing how in the Rasa Lila, see Krishna unexpectedly suddenly disappeared. Вчера мы слышали о том, как внезапно во время танца Раса Лилы Кришна исчез. And Braj Gopis were searching for him everywhere. И расстроенные Враджа Гопи повсюду искали его. But being unable to find him, they came on the bank of the Jamuna, Поняв, что они не смогут сами найти его в лесу, они вернулись на берег Ямуны. where the beautiful dark waves of the Jamuna, they wash up the silver sand, which is like particles of camphor shining in the moonlight. И это место у Ямуны очень красивое, потому что темные воды Ямуны вымывают на берег серебристый песок, который сияет подобно камфоре под лунным светом. And they began to cry and sing together. И гопи стали просто рыдать и петь вместе. Jayoti selfless, spontaneous love for Sri Krishna. Они выражали свои спонтанные чувства любви к Шри Кришне. Sri Krishna was astonished, Кришна был поражен увиденным, watching from his hiding place. наблюдал за ними, спрятавшись And when неподалеку. they came to the point where they could no longer stay alive, И когда их чувства достигли уже предела, они уже не могли больше оставаться в живых. then Sri Krishna quickly appeared there. Кришна быстренько вернулся к ним. Tasam avirabhut chori. Here the word is used avirabhut. Like avirbhav means appearance. Слово используется авербут, то есть авербав, то есть проявился. Why did Sri Shukadeva Goswami use this word? Почему Шукадева Госвами использовал это слово? Because usually avirbhav is used for when God suddenly appears, like Lord Nrsimhadev, avirbhav titi, just came out of a pillar and everyone saw him for the first time. Слово авербав обычно используется по отношению к появлению аватара Господа, что он проявился вдруг, вот как Нрсимха Бхагаван из колонны появился, как будто бы первое явление на земле. Because when gopis saw him, then he was so extraordinarily, impossibly, inconceivably beautiful. It was as if they'd never seen him before. Использовал это слово, чтобы описать ощущение Гопи, потому что когда Кришна появился, он был настолько неописуемо, невозможно, чрезвычайно красивым, что Гопи показалось, что они никогда прежде его не видели. So they had been sitting down and crying and singing. До этого они When he сидели и appeared there, they плакали. all stood up. И как только они увидели Кришну, все встали тут же. At that moment, В это мгновение Krishna was so beautiful. Why? Кришна был настолько прекрасным. Почему? Yan marchililo paika swayoga mayabalam dashata gritam. The form of Krishna is displayed by Yogamaya. Потому что йога майя являет форму Кришны. The power to make the impossible possible. Akartana kartana pratiyasi shakti. Агатна-гадна пратиси шакти. Эта сила йога майи делает невозможное возможным. So because Sri Krishna was afraid that perhaps the gopis would be angry with him and not accept him, due to this fear, then Yogamaya helped him by showing his beauty, inconceivably powerful, to make sure that the gopis could not reject him. И так как Кришна понимал, что он провинился перед Гопи, он уже переживал, может, сейчас его отвергнут. И из-за этого, из-за его вот этой боязни, йога майя наделила его такой красотой, сделала его таким красивым, как невозможно красивым. Он никогда не был до этого таким красивым. Now,
how чтобы гопи не могли отвергнуть его. all the gopis suddenly stood up. Гопи все внезапно встали, увидев его. And then how did they respond to Krishna? И как они Chinmaya rasa pratibhavitavi. How was the mutual infusion of rasa between them all? И как гопи по-разному отреагировали на его появление? Какая раса проявилась там? It depends on what type of brain they have. Все зависит от вида премы, которая присутствует в сердце каждой гопи. Because some gopis, they have bamya bhav, that means contrary mood. У некоторых гопи проявлена бамья бава, то есть они строптивые по природе. And some gopis have dakshinya bhav, they are very compliant, А другие более покорные. submissive. Они легко подчиняются Кришне, Дакшиня Бава. So those who are very contrary, their affections, sneha, is called madhu sneha. У строптивых гопи их вид любви называется мадху снеха. That means love like honey. Их любовь подобна меду. So in this madhu sneha, there's a feeling Krishna is mine. И они чувствуют, что Кришна мой. And those who are submissive, А they покорные have grita гопи, sneha, that means love like a ghee. их любовь подобна ги, грита снеха. If you take honey, then your body becomes hot. Если вы скушаете мед, тело начинает нагреваться, но So those who have madhu sneha, they're very impetuous. И вот эти девушки с мадху снеха, они более такой вспыльчивый характер, их They're very легко, emotionally volatile. очень такие непредсказуемые эмоционально, взрывчатые. Whereas those who have grita sneha, love like ghee, А те, у которых любовь как топленое масло, ghee becomes condensed, it becomes harder in the cool temperature. So where there's decorum, where there's etiquette, where there's respect, then their love is manifest more strongly. они себя чувствуют в своей стихии, когда атмосфера очень формальная, такая помпезная, все очень вежливо. Вот тогда им комфортно, их любовь проявляется таким образом. So Shukadeva Goswami describes one gopi came forward and took Krishna's right hand in her two palms like this. Шукадева Госвами описывает, что одна девушка подбежала тут же к Кришне, схватила его правую ладонь и зажала в своих ладонях, поднеся к своему сердцу. Who was it? Кто это была? Chandravali. Чандравали. Because Krishna had just put them in the... He had shocked their heart Кришна сейчас просто by disappearing and put them in the fire of separation. And he just appears and she comes over. Он разбил их сердца, он шокировал их, травмировал, скрывшись, и он только вернулся, Чандравали подбегает, сразу за ручку его схватила и стоит. Because she has grita sneha, oh, I am yours. Потому что с топленым маслом, таким настроением, что я твоя, Кришна. And she's holding his right hand in both her hands so he cannot get away. Вежливо держит его за правую ручку в своих двух, чтобы он не убежал больше никуда. And that is very respectful. Это очень почтительно, это очень вежливо с ее стороны так поступить. She didn't touch the left hand. За левую Touch руку the она right его hand не is proper трогала. etiquette. Следуя этикету, взяла за правую руку. And holding, because he said Krishna's hand is cooler than 10 million moons. Говорится, что ладонь Кришны прохладнее, чем 10 миллионов лун. So then you think, maybe that's not very nice. А вы думаете, может, это слишком холодно? Это неприятно уже. 10 миллионов лун. If you touch someone and they feel like an ice cube, Что-то уже может показаться слишком холодное тело, что-то тут не так. if you touch liquid nitrogen, Как, very cold. как азот, если вы азот, а как с него сжечь? So what does it mean, cooling, more cooling than 10 million moons? Как это понимать, что прохладнее, чем 10 миллионов лун? It means when the gopis are burning in the fire of separation, actually 1 moon or 10 million moons actually increase the heat. Потому что когда гопи горят в разлуке, в пламени разлуки с Кришной, то даже сияние Луны, кажется, наоборот, усиливает этот жар. It's not cooling, it increases the heat. Им не дает никакого облегчения этот свет Луны, наоборот, им еще хуже от Ice него. cannot cool them. И лед не может охладить этот жар. The only thing разлуки. that can cool the fire of separation is the touch of Krishna's lotus. Только прикосновение руки Кришны может охладить этот жар разлуки. This is poetry. Это поэзия. No, so 10 million moons, calculate the temperature. Find the temperature on the moon, multiply
multiplied by 10 million. Средняя статистическая температура сияния 10 миллионов лун, как это будет, насколько это прохладно. The scientists can't understand Rasakatha, it's poetry. Научные работники никогда Расакатху не поймут, потому что это сфера поэзии. So Chandravali held the hand of Krishna. И Чандравали так взяла в руки ладонь Кришны. So then another gopi came up, Shukadeva Goswami said, and she took the left arm of Krishna and put it over her own shoulder. А другая гоби подошла, взяла левую руку Кришны и закинула себе на плечо. And she stood there on his left И side. стала по левую сторону от него. So to stand on the left side of the hero, Стать по левую сторону от героя. then this is a dakshina, submissive position. Опять выражение покорности, дакшини. But to instigate and embrace, put it Но around. самой This is вот a bit так bold. спровоцировать вот такой контакт, схватить, так это достаточно прямолинейно. Так взять руку героя и себе забросить на плечо и прильнуть к нему, это очень бойко. So because she proactively initiated the embrace, we have to say that she has madhu sneha. И так как инициатива подачи произошла со стороны девушки, то нужно уже понять, что у нее мадху снеха. But the fact that she immediately forgave him after putting her in so much pain indicates that she has some grita sneha also. Но, то есть вот эта прямолинейность указывает на присутствие мадху снехи, но тот факт, что она так легко и быстро его простила после такой жестокости, это уже указывает на присутствие также и грита снехи. Yes. So even though Shukadeva Goswami he wanted to say the names of these gopis, but when he was speaking, the gopis appeared to him in his trance and said, "Shh, don't say that." Шукадева Госвами хотел нам поведать на самом деле имена этих гопи, но как только он хотел обозначить их именами, они тут же ему в трансе сказали: не смей говорить мое имя. But those who are Rasik, they know who this gopi А is. расики вайшнавы, конечно же, сразу понимают, кто эти гопи. Why? Почему? Because she has mainly madhu sneha and a little touch of grita sneha. Потому что у нее главным образом у этой гопи, у нее доминирует мадху снеха и немножко там примеси грита снехи. That means she cannot be in Chandravali's group Значит, она не может быть в группировке Чандравали, because she has grita потому sneha. что там полностью грита She снеха. cannot be in Radhika's group И это не девушка из группы because she has Радики. they have full madhu У sneha. Радики у всех только мадху снеха. So she cannot be in the group which are friends of Chandravali Это не может быть Сулит Пакша because they have mainly Чандравали, grita sneha что у тех все равно будет больше and a touch of грита madhu sneha. So that means she must be in a group of gopis who are friendly to Radhika's group. They have mainly madhu sneha with a touch of grita sneha. Значит, это группа, которая дружелюбна к группе Радики, то есть у них больше, главным образом проявляется мадху снеха с примесью грита снехи. So the leader of that Surit Paksha friendly group is Shyamala. Yes. Это Шьямала, она возглавляет эту группировку. Remember, you are translator. Ага. So then another gopi came to Krishna Еще одна гопи подошла к Кришне and she held out her two hands like this by his mouth и к рту поднесла свои ладошки ему. because Krishna had been chewing tambul. Так как он жевал тамбулу, So it's in the romantic affairs. в романтических делах Then for the heroine to receive the chewed tambul and then take his remnant. взять пожеванную тамбулу возлюбленного, This is very sweet, это очень так романтично. but it's very submissive also. Но тут тоже выражение какой-то покорности, подчиненности. Radharani was, I never take the remnants of a black person. А Радика говорит: я остатки пищи черного брать не буду. Because your tambul tastes like Chandravali. Потому что твои тамбулы вкус Чандравали. So this person must be from a very submissive, that is grita sneha. И вот эта девушка, очевидно, очень такая покорная, испытывает грита снеху. So that gopi who came to take Krishna's chewed tambul, it was the friend of Chandravali, Padma.
И это была подружка Чандравали, Падма, пришла собрать тамбулу изо рта Кришны. Shukadeva Goswami said another gopi came forward. Шукадева Госвами описывает, еще одна девушка вышла. Very submissive, she sat down at Krishna's feet. Очень покорно прямо села у стоп Кришны. And she took his right foot and held it on her heart. Взяла его за правую ногу и поднесла себе к сердцу. So now you have to do mantra maya upasana. Сейчас вам нужно выстроить эту картинку в уме. See this scene. И увидеть эту сценку с мантрой Майя Gopis are Упасана. everywhere. Гопи уже Chandravali has his right hand. Чандравали держит его за правую руку. His left arm is over the shoulder of Shyamala. Левая рука уже на плече Шьямалы. He's putting the tambul in the hands of Padma. Выплевывает тамбулу в ладони Падмы. He's standing on his left leg Стоит уже на and his левой right leg is ноге, on the а breast правая of нога Shaiva. покоится на груди Шайни. This is called a killer Asamrit Murti. Акила сам это Мурти Шри Кришна. So then, one gopi is standing at a distance. Одна гопи стоит поодаль. She's frowning her eyebrows like a bow. Нахмурив брови. You know when you pull a bow, it Знаете, goes когда really like that. тетиву натягиваете в луке, то тогда лук изгибается, вот так у нее брови уже. And she's so angry, she's biting her bottom lip, Она настолько разгневана, она прикусила нижнюю but covering it губу. with her hand so no one can see. Так как она разгневана, она покусывает нижнюю губу, но прикрывает рот ладонью, чтобы другие не заметили, как она разгневана. And with her glance is as if like an arrow shooting А Krishna. взглядом, как стрелами, она просто стреляет непрерывно в Кришну. Because she's thinking, Она думает, oh, ага, you made me drink the halahal poison of your love. ты вынудил меня выпить этот яд твоей любви, And now I'm feeling, because you take poison, perhaps you don't feel it first, and then after 20 minutes or something, эффект яда не сразу чувствуется. Ты напоил меня этим ядом своей любви, а теперь я испытываю влияние этого яда, этот эффект. so she's saying, you made me taste the halahal deadly poison of your love, and now I'm feeling the full effect that my pran is about to leave. Ты напоил меня насильно ядом, халахал ядом, смертельным своей любви, и теперь мне кажется, что сейчас прана покинет мое тело, я так мучаюсь. And now you've come back to burn me even more. И теперь ты вернулся дальше продолжать мучить меня. Shooting him. И стреляет в него. And from a distance, Но на расстоянии, она стоит поодаль. Krishna appeared, I'm not going to. Она, я к нему Go близко, to him. я не пойду к нему. Пусть стоит там. So who was that? Кто был это? Shrimati Radhika. Шримати Радика. Then another gopi was standing at some distance, Другая гопи тоже стояла поодаль, and she was looking at Krishna и она смотрела на Кришну with unblinking eyes. немигающими, широко открытыми глазами. And she just could not be satiated by drinking his beauty with her eyes. Она не могла насытиться его красотой, просто продолжала впитывать в себя его красоту глазами. Why? Почему? Because she was seeing that Krishna was looking towards Radhika. Потому что она видела, что Кришна смотрит на Радику, And Radhika was shooting him with angry, loving, angry в glances. то время как Радика разгневанно обстреливала его своим гневливым взором. And seeing the look in Radhika's eyes, Krishna was feeling so many sanchari bhavs. И Кришна, видя разгневанный взгляд Радики, при этом испытывал столько санчари бхав в сердце. Like fear, Страх, like shyness, смущение, like regret, сожаление like the repentance, и сокрушение, humility. чувство вины, раскаяния. So он because испытывал. all these sanchari bhavs were rising and falling and mixing in the heart of Krishna, then that was coming on the expression of his face. И так как вот эти вышеперечисленные эмоции, они чередовались в сердце Кришны, как волны, они вздымались, падали, то все эти эмоции отражались в выражении его лица тоже. So because Krishna's expressions were changing with all these emotions, then that gopi was looking, and she cannot be satiated by looking at him because newer and newer emotions are coming. И так как every moment. постоянно вот эти эмоции, новые эмоции отражались на лице Кришны, вот эта гопи не могла насытиться, она все
Потому что эти все новые и новые выражения лица Кришны поражали ее, она продолжала смотреть на него. And she's feeling fear, good. И она видит страх на лице, думает, это хорошо. Humility, good. Смирение тоже хорошо. Repentance, good. Чувствует вину, замечательно. Embarrassment, good. Стыдно ему, еще лучше. As he's looking at Radhika. Why? Because it was Radhika's best friend, Lalita Sakhi. Потому что это была лучшая подруга Радики, Лалита Саки. Поэтому она вот наблюдала за тем, как Радика и Кришна смотрели друг на друга. Then there was another gopi also standing at some distance. Еще одна гопи стояла неподалеку тоже. And she looked at Krishna and she took Krishna into her heart through her eyes. Она посмотрела на Кришну и взором взяла его и внесла его в свое And сердце. then she closed her eyes so he couldn't escape. Забрала его в сердце, закрыла глаза, чтобы он уже оттуда выбраться не мог. Then she embraced him in her heart. А в сердце она стала обнимать его. And feeling Sri Krishna's embrace inside, so her hairs were standing on end and she was trembling. The sattvic bhavas were manifesting. И чувствуя объятия Кришны, взаимное объятие Кришны в сердце, она стала испытывать сатвика бхаву. У нее пошли мурашки по телу, волосы стали дыбом, она стала дрожать. So it was Vishaka Sakhi. Это была Вишака Саки, Radharani's other best friend. вторая лучшая подружка Шримати Радики. So she's not quite as harsh as Lalita. Она не настолько такая жесткая, как Лалита. She's somewhat soft. Она помягче Лалиты. But at the same time, her Madhu Sneha is apparent. Why? Because anyone who had Krishna Sneha ran towards him. Но тоже, And all those who had Madhu Sneha like Radhika, they were standing back. это тоже очевидно ее Маду Снеха, потому что никто из девушек, у которых Маду Снеха, не побежал к Кришне. Все они стояли поодали от него. К нему сбежались только те представительницы Грита Снехи, покорные гопи. So then, Sri Krishna was smiling, Кришна улыбался, and he took all the gopis right onto the bank of the Jamuna, и повел за собой всех гопи ближе к берегу Ямуны, where lotus flowers were blossoming, там, где цвели лотосы, and bumblebees were humming, intoxicated with the fragrance of the flowers. охмеленные ароматом цветов, там жужжали шмели. The waves of Jamuna and the soft sand of the bank of Jamuna was illuminated by beautiful moonlight. Атмосфера была очень красивая, это темная блестящая вода Ямуны и серебряный белый песок на берегу были освещены лунным светом. Such a beautiful atmosphere. Очень-очень такая приятная атмосфера там была. Now, it's the service of the maidservants of Radhika or the maidservants of the other group leaders to bring Krishna and his beloved together. Прямая обязанность служанок Шримати Радики или служанок девушек, представительниц других группировок, это устроить встречу Радхи и Кришны, всегда наладить их контакт и как-то сблизить их. The maidservants took their veils, Служанки сняли с себя вуали, which were smeared with their kumkum and with the kajal, the eyeliner which had washed from their eyes by their tears. но их накидки уже были покрыты пудрой, красной пудрой с их тела, орошены их слезами, черной подводкой из глаз, их тушью, которая потекла, когда они рыдали в разлуке с So Кришной. their veils are very, very fine. А вуали, их накидки очень тоненькие. If you fold them over 10 times, then it will fit underneath your fingernail. 10 раз вы их можете сложить, и под ноготь все равно можно ложить эту ткань сложенную. One Manji put down her veil, another Manji put hers on top like this, and so many veils were there, and made a beautiful asana. Одна за другой манджери стали снимать с себя накидки и укладывать их друг на друга на земле, и постепенно такая появилось возвышение асана. And they invited Sri Krishna to take his. И они пригласили Кришну подойти и сесть на эту асану. So actually, there are many groups of gopis. Существует множество групп гопи. So in each group they made an asana, Каждая группа сделала свою асану. and effortlessly, Без всяких without any усилий. calculation, by the influence of Leela Shakti, Krishna took his seat on all of them. И одновременно Кришна проявил множество форм, он уселся одновременно на каждую из этих асан. Это все непроизвольно Each form of Krishna does not know that he's in another place. посредством влияния It's very Йога-майи. natural, human-like.
Кришна, естественно, ведет себя, он не думает, что сейчас я проявлю много форм и сяду везде. Он просто садится на асану. Йога Майя так делает, что Кришна появляется на каждой асане среди каждой группы гопи. So see, Krishna sat down, Кришна присел, and the maidservants, both their group leaders and и the служанки Sakis, тогда призвали старших своих Radhika, гопи. Lalita, Vishaka, and all the Sakis, they sat around Krishna. И призвали Радику, Лалиту, Вишаки, и все саки сели вокруг Кришны. Now, И теперь, the gopis were thinking, we have to have a conversation. сейчас нам надо поговорить, думали гопи. How could Krishna do this to us? Как он посмел так поступить с нами? We abandoned everything for him. Ради него мы оставили все. And then he cruelly just disappeared Мы лишились всего ради него, а without он warning. жестоко, без предупреждения, просто бросил нас. And shocked our hearts, almost we were dying. И такую боль причинил нашим сердцам, что казалось, что мы умрем. So, Krishna should explain himself. Поэтому пусть объяснит свое поведение. So, you have to understand, in Vedic culture, Нужно понять, что в ведической культуре the lady cannot argue with her beloved. девушке не позволено спорить с возлюбленным. All the men are, did you hear that? А все мужчины посмотрели на своих женщин и сказали: ты слышала? So, because it is said, Vedaha Puranam Kavyam Cha Prabhu Mitram Priyevava Bodhyanti Tehi Pravus Trivida Bhagavata Punaha. The Vedas Веды instruct us like a guru, like a master or a king. наставляют нас как царь, как гуру, как хозяин. The Vedas speaking in the imperative case. Веды требуют от нас, они говорят в утвердительной форме, повелительной форме. Satyam Bada, speak the truth. Говори правду, Dharmo Chara, follow your dharma. следуй дхарме. Uchishtata Jagrata, that means don't sleep, wake up. Не спи, просыпайся. So the Vedas, they just directly give us commands. То есть они повелевают нами, они дают указания. Короткий разговор с ведами в одну сторону. But the Puranas, Но Пураны the Puranas teach us, instruct us like a friend. дают наставления дружеские, как друг. They tell a story. Рассказывают историю какую-нибудь. And when you hear that story, you identify with the person in that story. А вы слушаете историю и понимаете, что это про вас. And then you see what the result of your activity will be if you can keep going in that direction. You understand what to do. То есть намеками они учат, вы понимаете, слушаете историю, видите исход истории, понимаете, если я пойду этим путем, вот это исход, который ждет меня, и вам все ясно становится. And then another type of literature is kavya. А кавья, поэзия, это тоже разновидность литературы. Kavya means poetry. Кавья это поэзия. Poetry instructs us priyevacha, like a lover. Поэзия наставляет приевача, как возлюбленная. Because the woman cannot say, don't do this, don't do that. Женщина не имеет права говорить, не смей делать это, не делай то. And she should not even be bold enough to give instructions. Она не должна наставлять мужчину на самом деле. But just like poetry Но как поэзия, is very sweet. поэзия очень сладкая. And what the poet means to say is not in his words, but in the dhwani, in the suggestion of his И words. смысл поэзии не в словах, а между строк. So in the same way, И аналогичным the образом. heroine, if she's upset or she wants to give some instruction, then she should smile and be very sweet. Если возлюбленная, она обижена, она хочет образумить возлюбленного или посоветовать ему дать, то очень она должна это And say some poetic words. сладко так как-то поэтически поговорить с ним. But the dhwani, the suggestion of these words, will be what she wants to communicate. То есть выбрать очень сладкие слова и вложить туда смысл между строк, чтобы он все понял. So then our hero will listen and his heart will be melted and he will be И very happy. слушая сладкие слова, сердце героя будет таять, и он будет внимать ее словам. So now the gopis are thinking, И гопи думают теперь,
Krishna should explain why he abandoned us and put us through this terrible suffering. Нужно вынудить его объясниться, чтобы он оправдал свои действия, объяснил, почему он пошел на такой жестокий шаг и так измучил нас But своим because they исчезновением. cannot tell him, why did you put us in this Но suffering? они не могут сразу так ему задавать такие вопросы. Ты почему бросил нас? So instead, they said this. И вот вместо допроса они вот ему сказали вот эти стихи. They said, Bhajato nu bhajante eka. That means, eka means one person or son. Bhajato, who is the serving, one who is serving anu bhajanti, that means that some persons serve those who are serving them. Они сказали, некоторые люди служат тем, кто служит им. Then, eka etad vipariyam. So that means, and some are the opposite. А другие наоборот, That means ведут себя that they наоборот. serve persons, whether those persons are serving them or not. Они служат кому-то, невзирая на взаимные отношения, если служат им в ответ или нет. No bayangscha bhajante eka, and some А некоторые na bhajanti, they don't serve ubayo, either of the previous two categories. вообще не служат никому из предыдущих двух вышеперечисленных категорий. Meaning that if someone is serving them or if someone is not serving them, they never serve that person. Они вообще ничего не делают, служат им, не служат, они ничего в ответ не делают. So, etan no brui sadubho. Etan means these things. No means naha, unto us. Bruhi, tell us. Sadhu, directly. That means don't do vishayanta, don't go off the point. Don't try to avoid the subject. И поэтому просто напрямую нам вот объясни вот эти вещи, не отклоняясь от темы. So gopis, they did not criticize Krishna at all. Гопи не стали его критиковать, They did not tell him what to do. не стали наставлять его, что ему делать. They just said, oh Krishna, Просто сказали, Кришна, we have a question знаешь, у нас возник такой вопрос about love. про любовь. Some persons love those who love Ты them. знаешь, некоторые любят тех, кто любит их. Some persons love whether they are loved or not. А некоторые любят, безусловно, любят их в ответ или And нет. some persons, А некоторые they don't love whether someone loves them or does not love them. вообще не любят никого, и любят их, не любят, им все равно. Krishna, can you explain this subject to me? Кришна, ты можешь как-то раскрыть эту тему для нас? So, the gopis, the reason they asked this question is this. Причина, по которой они задают эти вопросы Кришне, They were thinking, следующее. we cannot decide Они думали, нам непонятно. whether Krishna loves us, Им было действительно непонятно, он любит их, whether he is indifferent to us, или он с безразличием к ним or whether относится, he is against us. или, может, он вообще не любит их. Because when you consider all the possibilities, Потому что есть разные варианты. he doesn't seem to fit. И вот какой бы вариант они ни рассматривали, он как-то не подходил. You see, if Krishna loved us, then his love is either conditional or unconditional. Они думали, если он действительно любит нас, то возможно, что у него любовь какая-то условная или безусловная. So we think that his love cannot be conditional Условно его любовь не может быть. because a person whose love is conditional always gives gratification to the object of his love to make sure that to keep them under control. They don't neglect them То есть, потому что если любовь условная, он бы because they нами, want something from them, so they don't neglect them. он бы манипулировал нами, он бы не игнорировал нас, а все время как-то новый крючок подсовывал, чтобы мы продолжали служить ему. Он бы просто так не забросил нас. So the fact that Krishna neglected us А сам факт, что он просто бросил нас, means that he does not have conditional love, because in conditional love the person gratifies the other person to make sure that they can get what they want. указывает на то, что его любовь не может быть условной, потому что те, кто любят условно, они все время будут как-то пытаться наградить
другую сторону, чтобы те продолжали любить и служить. On the other hand, we think that his love cannot be Но unconditional. с другой стороны, и безусловной его любовь не кажется. Because first he called us in the middle of the night and then he disappeared. Он призвал нас к себе посреди ночи, а потом кинул нас тут в лесу. So he must have done this for some reason. Должна быть какая-то причина на это. He must have some purpose to fulfill. So his love is also not unconditional. Явно это было объясняется какой-то причиной, значит, любовь не может быть безусловной. We think that he cannot be tatastha, neutral. Мы подозреваем, что нейтрально он к нам не относится. Because a person who is indifferent Когда человек с безразличием doesn't go относится, out of their way to either make you happy or distressed, but Krishna seems to go out of his way to make us happy and distressed. когда человек нейтрально к кому-то относится с безразличием, ему все равно, он не пытается никого там порадовать и никому причинить особую боль и беспокойство, потому что ему безразлично. А Кришна прилагает серьезные усилия, чтобы вроде и порадовать нас, и потом отмучить нас еще. And we don't think that Krishna has enmity towards us. И не верится, что он враждебно настроен по отношению к нам. Because enmity can be of two types. Потому что существует две разновидности враждебности. First is a natural, permanent enmity. I just hate this person and I will always hate them till the death. Просто какая-то уже животная ненависть, что вот уже вот ненавижу этого человека и до конца дней своих буду ненавидеть. So Krishna is not like that. Но на Кришну это не похоже, это чуждо ему. And then the second type of enmity А второй вид is a circumstantial enmity that comes about because the other person did something unpleasant. А другая разновидность враждебности – это временная, обусловленная какими-то обстоятельствами. Если человека обидели или как-то разозлили, или что-то, какую-то боль причинили, человек начинает враждебно But относиться. we never did anything unpleasant to Krishna. So that means he has neither permanent or circumstantial enmity. И мы никогда ничего плохого ему не делали, поэтому у него по отношению к нам не может быть враждебности ни вечной, ни временной, ни обусловленной. So the only thing left is Единственный оставшийся вариант that Krishna must have this kind of very wicked and perverse tendency. может это какое-то извращение, жестокий садист. That just for no reason you want to give pain to someone who has put their trust and faith У in него you. какие-то садистские наклонности, потому что ему хочется причинить боль ни с того ни с сего тому, кто любит его и все ему отдал. That is called a Guru Drohi. One who becomes Drohi, gives some pain for no reason to a person who has put their faith and surrendered. Это называется гуру дрохи. Это какое-то такое предательство, это какое-то неоправданное, жестокое поведение по отношению к тому, кто одарил вас благом и доверием и всем. А вы просто начинаете противостоять этому человеку. So gopis were thinking, let's ask a question in such a way that Krishna will have to admit this with his own mouth, and then this dilemma will be solved. И гопи подозревали Кришну именно в этом. И они думали, надо так задать вопрос, чтобы он был вынужден ответить и сам признал свою вину. So gopis, they're saying, Eita no Bhuisadabo. Oh Krishna, please explain to us about these three types of lovers, sadhubo, and don't go off the topic. И Кришна, пожалуйста, объясни нам вот эти три варианта, три вида любящих, и не отклоняйся от темы, говори напрямую нам. So then, this is a very beautiful private conversation. Ну, такая сладкая, интимная беседа между Кришной и гопи. Bumblebees are humming, Шмели жужжат рядом, peacocks are calling, павлины поют, cuckoo birds are singing. кукушки подпевают им. Very beautiful. Атмосфера очень сладкая. See, Krishna said, Кришна сказал, the first person первая категория who only reciprocates with others, человека, который отвечает взаимностью всем, he's called a Vyavahari. Вьявахари. So the Vyavahari has no love at all. Такой человек вообще по-настоящему не любит. He's just like a merchant, a businessman. Он просто коммерсант. He thinks,
I'm not going to buy him a birthday present unless he buys me a birthday present. Он все просчитывает, думает, так, он мне подарок на день рождения не купил, и я ему не куплю подарок. And then when that person buys him a birthday present, Но когда он узнал, что ему купил тот человек на день рождения подарок, then he goes online and finds out how much it costs, so that when he buys a present, it will cost exactly the same. он пойдет онлайн, забьет в поисковик вот этот товар, узнает, сколько он стоит, и что ни копейки больше не тратить на подарок на день рождения того знакомого. It shouldn't cost more. Думает, дороже покупать не буду ничего. So that person is a vyavahari, they have no love at all. Такой человек, он не любит, это не любовь. They only love themselves. Это все расчет, и он только себя любит. So they actually have no love. Такому человеку любовь неведома. And Krishna is not like И, that. конечно же, Кришна не относится к такой Why? категории. Because Krishna said, Tulasi dalamatrena jalasya churukena va vikrinite satmanam bhaktebhyo bhaktavatsala. If someone simply offers me a tulsi leaf and a palm full of water, then I cannot repay that person and I sell to them my own soul. They have purchased me by this offer. Просто Кришна говорит, если кто-то предложит мне листик туласи и ладошку, наполненную водой, то я отдам себя взамен этому человеку. So then Krishna went on to the second category. Затем Кришна перешел к следующей категории. He said, oh, those who, they give love, they give respect and service to others, whether they are loved or not. They have the pure love. Он сказал, те люди, которые любят безусловно в ответ, любят ли их или не любят, но они продолжают любить, такие люди любят по-настоящему. In the first group, there's no love, there's no dharma in them at all. В первой But the категории, second group, they are really dharmic. в первой категории человека нет ни любви, ни дharмы вообще. А вот во второй категории это проявление любви и дharмы. So they are like parents. Это люди, подобные родителям. The mother loves her child. If the child is well behaved or ill behaved, if the child serves her, the child goes against her, but she anyway loves the child. Мать любит ребенка, безусловно. Как бы ребенок себя не вел, любит ли ребенок ее или нет, это не важно. Мать продолжает любить всегда. And the second category is the pure Vaishnava or Gurudev. А вторая категория того, кто любит, безусловно, это чистый вайшнав или гурудев. Because whether the disciple is serving or not serving, but anyway, Gurudev gives mercy to everyone. Служит ученик, кому не служит, гурудева все равно продолжает давать милость. Disciple is just giving, bowing down, giving pranam. Ученик просто поклонился гурудеву. It doesn't cost anything. Да ничего ему не стоил этот поклон. And Gurudev is giving Harinam. А гурудев дает ему харинаму. And this Harinam is the fruit of 1,000 lifetimes hard bhajan and sadhana. А это осознание Гурудева, это труд его тысячи жизней, его саданой, его практики. So the great saints like Prahlad Maharaj, Narad Muni, Великие святые, they're also in the second category. Нарада, Прахлад, Махарадж, они относятся к этой второй категории. So their love is and their mercy is superior than millions and millions of mothers. И, конечно, их любовь и превосходит любовь миллионов матерей. Because though the Их mother's милость love, и любовь. though both these types of love in one sense they're unconditional, but mother's love is sopadik. And the sadhu's love is nirupadik. That means the mother's love has some designation. So sa upadik, sopadik. Любовь матери по мирским стандартам безусловно, но все равно она сарупадик, то есть у нее есть определенное ограничение. It has upadi designation. Why? Because she's like that only to her own children, not to other person's children. Она любит только так своих детей, она чужих детей так любить не будет никогда. Now she loves you, but if you die and take birth somewhere else, then she will not have that relation. So the upadi of the body, the Упаде все relation равно там depends on the условие upadi, the присутствует, designation of the body. условие, что это на эту жизнь любовь рассчитана, что когда вы умрете, она уже не будет считать вас ребенком и не будет любить. Whereas the sadhu, Но садху, their kindness, their love is nirupadi. их доброта, их любовь и милость она без ограничений. So the second category has two types. И вот это во второй категории вот эти So две категории. when второй Sri Krishna категории. explained this to gopis, he said, Sumadhya Maha
И Кришна, объяснив эту идею гопи, сказал, it means, oh, gopis who are, Madhya means middle and Su means beautiful. That means they have very beautiful waists. о девушки с узкими талиями, сказал Кришна. And the other implication is, because this category of lover is the middle one, so you are Sumadhyama, you have beautiful waist, and you are Sumadhya, you are beautiful because you are in this middle category of causeless love. Мадья это может быть талия, то есть это середина туловища, или мадья это средняя категория. То есть Кришна говорит, что вы, гопи, как раз и относитесь к этой второй категории. So when Krishna spoke these beautiful words to the gopis, he said, stop flattering us, please explain the next И category. когда Кришна произнес эти сладкие слова, они сказали, не надо нам комплиментов сейчас, не отклоняйся от темы, продолжай. Because now they're coming to the point. Они говорят, льстить нам сейчас не надо, давай продолжай. Потому что сейчас им важна вот эта последняя категория, что Кришна скажет. Because this riddle, it's a riddle means praheli. То есть вот эта их загадка, это прахели. This praheli, this riddle that the gopis have presented before Krishna to discuss, is actually like a trap. То есть это их ловушка, вот эта загадка, их вот эта тема обсуждения на самом деле не что иное, как ловушка для него. So in the West, I know the traps, they kill the mouse, but in India, it's just like a box with some food inside, and they go in, and then the door closes, and then they can take the Ну, mouse это не somewhere. такая жестокая ловушка, Non-violent trap. как на Западе мы используем для мышей, которые там убивают животных. Это просто коробочка, в которой внутри сыр, и он зашел туда, и дверца закрылась, он там сидит уже пойманный. In this verse, the first two questions, they are the trap, but this third question is the cheese. То есть вот это первые два вопроса, две категории, это ловушка, а вот сейчас мы уже к сыру подходим. And now Krishna should be caught. Сейчас они надеются, сейчас мы его поймаем. Because they have decided that he's in this third category. Потому что они уже An ungrateful guru drohi. уверены, убеждены, что он наверняка в этой категории, неблагодарный. Гуру дрохи. So they said, stop, don't flatter us. Поэтому Please не надо, explain the next не one. отвлекайся на комплименты, продолжай объяснять нам. Then see, Krishna said, Кришна the сказал, third category of person третья категория, who does not love whether someone loves him or not. которые не любят тех, кто любит их или не любят. So there are three types. Эта категория делится тоже в свою очередь на три подразделения. The first one is Atmaram. Атмарамы, At means self, Ram means pleasure. сам и рама это удовольствие. One who delights in his own spiritual existence without recourse to any external resources is Atmaram. Атмарам это тот, кто довольствуется самим собой, своим бытием, то есть получает духовное удовольствие от атмы. Он не полагается в своем удовольствии ни на что окружающее, ни на кого. Like Shukadeva Goswami Пример Атмарама это Шукадева in his Госвами. first career, То есть, когда он родился, когда он покинул отчий дом, he was in Nirvikalpa Samadhi. он постоянно пребывал в нирвикалпа самадхи. His body was naked and wandering here and there. Он But шел- inside he wasn't even seeing the world, he was just absorbed in Brahman, Шел the ногой, light of Brahman. но он не осознавал вообще, кто он, где он, потому что внутри он созерцал сияние Брамана. So the person who feels joy in themselves without any external experience is called Atmaram. So if someone loves them or doesn't love them, they don't even know. И вот Атмарам полностью So they're in the самодостаточен. third category for sure. Ему не нужно счастье или любовь от кого-то или от чего-то. Он сам пребывает в себе. Поэтому он в этой категории, что он не любит никого. Then the Aptakam, Затем есть Аптакам. one who has fulfilled his desires, Тот, кто исполнил свои желания. like Janak Maharaj. Пример этого Аптакама Джанак Janak Махарадж. Maharaj, the father of Sita Devi, Отец Ситы he was a Деви. king. He saw the world, he was interacting with the world, but he had no desire. Он был царем, он правил миром, он взаимодействовал со всеми, но у него не было никаких желаний. All his desires have been fulfilled. Все желания были исполнены. So then, the next category is the Akritagya, an ungrateful person. И третье подразделение вот этой категории это акритагия, неблагодарный. The ungrateful person, if you do something to help them, they don't see it.
Неблагодарный человек не понимает, когда вы помогаете, делаете что-то доброе, он просто этого не понимает. They don't notice it. Даже не замечает, что что-то доброе ему сделали. So they're ungrateful. Они неблагодарны, такие люди. Then the next category is called Guru Drohi. И еще одна категория называется гуру дрохи. Here Guru means an authority or a guardian or a senior family member. Под словом гуру тут имеется в виду опекун, кто-то старший, благодетель, может быть родитель. And Drohi is a person who's antagonistic. А дрохи это тот, кто идет наперекор, враждует, So Sri Krishna said, противостоит. these are three types. И Кришна объясняет, что существует 3 разновидности гуру дрохи. First of all, there's a junior person and someone is helping him, but he goes against him. То есть, если младший So начинает, he's Drohi to his senior, to his начинает guardian. противостоять опекуну или родителю старшему, то он становится гуру дрохи. And then, without any cause, Если это без причины, он просто начинает раздавать со своим благодетелем. no cause. But then there is the Alpa Guru Drohi. If the senior person does something against them, and so then they go against them, but there's some cause. So that is a lesser category of Guru Drohi, Alpa Drohi. То есть вот есть одна вообще беспричинная враждебность по отношению к старшему, а есть категория оправданная в какой-то мере, какой-то причиной, что старший мог поступить как-то не так, или что-то плохое сказал, или сделал по отношению к младшему, и тот враждует уже из-за этой причины. Ahetu Guru Drohi, one who goes against his guardian with no cause, and Sahetu, he's an Alpa Guru Drohi, and he goes against, but there's some reason for То it. есть ахи это без причины кто-то враждует со старшим, и сахи это кто-то какое-то оправдание имеет. And then the other way around, a guru who is a drohi, that means the person who is giving shelter to someone, a person who has received the faith of someone, and they're going against their ward, the person they are protecting and giving shelter to. That's a guru who is a drohi. Но также может быть гуру дрохи, то есть уже ситуация, где старший, который принял на себя обязательства, опекунство, заботы по отношению к младшему, делает что-то, что противоречит интересам младшего, то есть он становится сам гуру дрохи. So, because Krishna, the gopis have taken shelter of Krishna И так как and гопи, put their faith in him, for Krishna to cautiously go against them means that gopis are thinking Krishna is in this category. и так как гопи считают для них Кришна как гуру старший, они доверились ему, они оставили все ради него, а он бросил их, и поэтому они подозревают, что он как раз в этой категории гуру дрохи. Why? Krishna is not Atmaram. Потому что Кришна не Атмарам. Because if he were Atmaram, he would not have played his flute and called us all here in the middle of the Они night. понимают, если он был бы самодостаточным, он бы не стал призывать нас сюда ночью игрой на флейте. And he's not Aptakam И он не or Аптакам. Purnakam. His desires are not fulfilled. Мы знаем, что все его желания еще не исполнены. Why? Because if you are hungry Потому что если вы голодные, and you eat a meal и вы покушаете, and then there's something left, и осталось что-то на тарелке. but when you are full, Purnakam, Но когда вы наелись уже, then you leave the table and you don't come back. уже наелись и просто уходите от стола, вы не возвращаетесь к столу. But see, Krishna left us and he came back, so he cannot be Purnakam. Они видят, что он ушел от нас, но вернулся, значит, он еще не насытился, значит, он не может быть пурнакам. So, Krishna he's ungrateful Поэтому, но явно он неблагодарный, and his Guru и Drohi, гуру he's дрохи. gone against us for no reason. Он пошел против нас почему-то. Непонятно нам почему. So then, gopis are waiting for Krishna to answer the И question. гопи выжидает, когда же Кришна ответит на их вопрос. So he said, Naham tu sakyo bhajato pijantun bhajamanishan anuvritti vrittaye yathadano labdadunai vinaste tatschintayanyan nibrito naveda. He said, oh my dear gopis, Кришна сказал: мои дорогие гопи, I
disappeared Я скрылся, to increase your absorption in me. чтобы усилить вашу погруженность в меня. Just like if there's, that means that Krishna is saying, I don't always immediately reciprocate with everyone. То есть Кришна говорит, я не сразу всегда отвечаю взаимностью всем. To anuvritti vrittaye, to increase their absorption. Потому что хочу усилить интенсивность чувства у человека. Let's say you are all devotees and you have been chanting for many, many years. Ну, приведем пример. Вы все преданные, очень много лет уже повторяете святые имена. Then at the end of your life, what is Krishna? You never saw Krishna. И понимаете, что уже подходит жизнь к концу, а Кришну вы еще не видели. So does it mean Krishna is ungrateful and not И reciprocating? это что значит, что он неблагодарный и не отвечает вам взаимностью? So Krishna is saying, Naham tu sakyo bhajato bijato. I am not like that. И Кришна оправдывается, он говорит, я не такой. I don't immediately reciprocate to increase your eagerness. So that devotee at the end of his life is crying, alas, alas, I am so sinful, I am so offensive, I was chanting for many years, but I have not any realization at all. Oh, Krishna save me, Krishna, Krishna. То есть Кришна объясняет, что иногда я выжидаю, я не сразу отвечаю взаимностью. Я выжидаю, чтобы усилить чувство привязанности, чье-то чувство привязанности ко мне. Например, если преданный дожил уже до конца дней своих и понимает, что Кришну он не увидел, он начинает каяться, плакать, жалостливо умолять Кришну, взывать к нему, просить его явиться. So the first two lines refer to the sadhak. Первые две строки относятся к садакам. Then, Yathadano labda dunevina state tatschinchana nipritona veda applies to those who have attained prema. Следующие уже слова относятся к тем, кто достиг уровня премы. Krishna said, sometimes I don't reciprocate apparently, or I don't reciprocate immediately with those who have love to increase their absorption also. Кришна говорит, иногда я, вот может показаться, что я не отвечаю взаимностью, или я нарочно выжидаю удобное время и не сразу отвечаю взаимностью тем, кто любит меня, премой. Just like a poor person. Подобно бедняку, ситуации бедняка. By good fortune, one day he found a priceless jewel. Однажды бедняк, благодаря какой-то благой удаче, And he was so happy. I'm a millionaire. I never have to нашел work again. огромный бриллиант, I и can стал retire. ликовать, что теперь я миллионер, я могу уйти на пенсию, мне больше в жизни не придется работать, я буду безбедно He was жить. dancing for joy. Он начинает плясать радостно вообще, предвкушая свое светлое будущее. But by carelessness, somehow or other, Но небрежно как-то he lost that jewel. что-то случилось, камень выскользнул у него из рук, и он не может его найти теперь. Then how he regrets, oh no, alas, И alas. представьте теперь психологическое My состояние jewel. человека, который кричит, где мой бриллиант? And day and night he cannot think of anything, oh my jewel, my jewel. И с этого дня он уже ни о чем другом думать не сможет, кроме как о потерянном бриллианте So своем. Krishna said, for those who attain me, who have prayed, they attain me. Sometimes I don't reciprocate with them. I apparently neglect them to intensify their levels. И Кришна и объясняет, что иногда я нарочно, или может просто показаться, что я не отвечаю взаимностью, чтобы усилить привязанность и любовь ко мне. So when gopis heard this explanation, Когда гопи услышали это объяснение, they were not pleased. это не вдохновило их особо и не впечатлило его объяснение. Is Krishna saying Они подумали, that he is treating us like a sadhak who didn't get to pray? подумал, мы не поняли, он сравнивает нас с какими-то садаками, которые прямо не обрели еще, и усиливает нашу любовь к себе. Or is Krishna saying that he is treating us like a person who has got prema? Или он имеет в виду, что у нас уже есть любовь к нему? This is also an Прямо insult. это тоже оскорбительно. This is also an insult because gopis don't have prema. They have prema, sneha, man, pranaya, rag, anurag, bhava. Не They просто are the crest jewel of прямо, у all них lovers of Krishna with Mahabhav. они на пике любви к Кришне уже, на высших этапах, на уровне Махабхавы. So then, when Krishna saw the distressed look on the faces of the И gopis, Кришна hearing his увидел explanation, опечаленные лица, выражение на лицах гопи, грусть, когда они услышали его ответ, then Krishna lamented то он стал and apologized. извиняться. He said, Evam madatorjita loka veda swanam hivo mai anobrite bala
Maya paroksham bhajata tirohitam mahasuyatam mahata tat priyam priya. Evam means in this way. Таким образом, Means, oh, I have interacted with you in a way which is suitable for ordinary devotees or those who have love. я поступил с вами таким образом, который уместен для общения с обычными преданными или с теми, кто достиг уровня премы. This is my mistake. Это моя оплошность. Because you are not like that. Вы совершенно иные. Evam madartojita loka veda, for me, just for my sake. You have abandoned all the dharma, all the teachings of the Vedas. Исключительно ради меня вы приступили через все каноны ведических наставлений и законы Дharмы. Swanam hivo mayano brittayeba, you have abandoned all your family members. Вы оставили свои семьи. That means that the gopis have such a love. Это указывает на то, что у гопи такая любовь. One of the symptoms of Mahabhav is Mohana Bhave Pi Sarva Vismriti. Один из симптомов Махабхавы If you faint, then you lose awareness of everything. выражается в следующем. Если вы падаете в обморок, вы теряете осознание всего But полностью. gopis, Mohan Abhave Pi, even when they're not fainted, when they're conscious, their love for Krishna is so intense that it obliterates their memory of everything, of right and wrong and past and present and future, and they just run to Krishna to please him. Любовь гопи к Кришне затмила всю их память, все их осознание. То есть они, не теряя сознание, все равно забыли обо всем, кто они, откуда они просто бросились к Кришне, оставив все. So what can I do, Anubrittayebala, to impel your love? What can I do? Поэтому Кришна говорит, а что я могу сделать, чтобы усилить вашу любовь? At least know this one thing. Просто услышьте вот эту одну вещь. Maya paroksham bhajata tirohitam. Tirohitam. When I disappeared, Когда я скрылся от вас, I wasn't going against you. я не хотел причинить вам, сделать вам больно. Maya paroksham bhajata. I was doing your bhajan, I was worshipping you invisibly, indirectly. Этим самым я не враждовал с вами, наоборот, таким скрытым образом я хотел почтить вас. I was watching your reactions, how you were becoming mad in separation and thinking, oh, there was never any love like the love of these gopis, and there will never be in the past, the present or in the future. Я просто восхищался, наблюдая за вашими реакциями на мое отсутствие, я восхищался вашей любовью и понимаю, что не было и не будет никогда и нигде такой любви. So Sri Krishna, he's saying, essentially, forgive me for treating you like the regular devotees or even those who are perfect. То есть Кришна извиняется перед ними, говорит, простите меня за то, что я обошелся с вами, как-то посмел обойтись с вами как с категорией обычных преданных и даже тех, кто достиг премы. There was never and there will never be anyone with love like you. Нет никого равного вам, ни у кого никогда не было такой любви. Including me, na paryam niravadya samyujam swasadu krityam vibudaya shapiva yamma bhajan durchaya geyasankala samrishtadva pratiyatu sadhana. My dear gopis, I can never repay you. Ни в ком нет такой любви, кроме как вас. Даже во мне нет такой любви, гопи. Простите меня за то, что я не могу. Even if I serve you for the whole life of Lord Brahma, I cannot repay even one of the services that you have rendered to Не me. могу вам отплатить ни за что. Даже если я буду служить вам в течение жизни Господа Брахмы, я не смогу отплатить вам даже за одно служение, которое вы совершили для меня. So please be satisfied by your own generous qualities. Поэтому просто довольствуйтесь собственным великодушием, как наградой за вашу любовь. The reciprocation, the payment for such loving service is the love itself. Что награда за такую любовь, за такое служение, это и есть эта любовь и вот это интенсивное служение. Because there is nothing more wonderful than this. Потому что нет ничего лучше, чем любовь и сева. All the gopis, their mouths came open. И гопи широко раскрыли рты, услышав эти слова. And they looked at each other. Они переглянулись And then they realized и поняли, Krishna has defeated us. Кришна победил. Why? Почему? Because
we are speaking to him, but our intentions were improper. Потому что их намерения не были чистыми в этой беседе. We were speaking in such a way to incite Krishna to admit that he was wrong. Потому что намерения были нелюбящими, им хотелось заставить Кришну признать свою вину. But see, Krishna has behaved in such a way, his intention was just to show that, oh, your love is far more exalted than mine. А вот это внешне плохое поведение Кришны оказалось лишь его попыткой прославить их любовь и доказать всем, что их любовь гораздо возвышеннее и сильнее. So of these two moods, which mood is sweeter? И какой The из one этих... where you're trying to get your beloved to incriminate himself in his own words, or the one where you are trying to show the exalted nature of your beloved? Из этих двух настроений, какое настроение слаще? Попытка вынудить возлюбленного признать свою вину и свою негодность, или вот это совершить, видимо, нежеланный поступок, но с желанием прославить объект любви. So, and then the Rasa Leela resumed. И снова возобновилась Раса Лила после этого. So, we should know from this that from the words of the Sakis, we know that they have some doubt about Krishna. И из вот этой сложившейся ситуации мы извлекли следующую информацию. Мы видим, что Саки подозревает Кришну. Even though see Krishna by his words, he cleared his name. I am not Atmaram, I am not Aptakam, and I am not Akritagya, ungrateful Guru Drohi. Что гопи серьезно подозревали, что Кришна или вот, возможно, Атмарам, Аптакам или Гуру Дроги, несмотря на то, что Кришна вроде развеял эти все сомнения, объяснившись с ними во время этого разговора. But the Sakis of Srimati Radhika, they have some doubt that there's a little bit of Atmaramata in Krishna. Но подруги Радики, Саки Радики все еще были не удовлетворены. Они продолжали подозревать, что какая-то капелька Атмараматы все равно присутствует в Кришне. There's a little bit of Aptakamata. И Аптакамата там в нем сидит. There's a little bit of Akritagya in him. И вот это немножко неблагодарности тоже присуща ему. And unless that slight trace is eradicated, Krishna cannot get the full benefit of Shuddha Priti, pure love. И вот это коробило их, потому что они переживали за него, они думали, вот если эти маленькие изъяны вычистить из него, то тогда он сможет действительно ощутить полное благо от чистой любви. Because we mentioned yesterday, Sri Krishna has a kusanskar, a bad impression of sometimes he has to be God. Мы вчера слышали, что у Кришны имеется вот эта ку-самскара, плохая самскара, впечатление о том, что он Бхагаван, Бог. And God is Atmaram. А Господь по природе Атмарам. Right? So even though Yogamaya makes Krishna forget that he is God, so his Atmaramata goes away, but when something has been there, some smell remains. Но так как Йогамайя всегда покрывает Кришну, он забывает о том, что он Бог, но когда уже какая-то самскара существует, то все равно аромат витает в воздухе, что там что-то там от Атмараматы остается. So it may be very small. Да, это может быть капелька, грамулечка. But if there's a big white sheet and there's a little black spot on it, but it's... Но на большой белоснежной простыне легко увидеть черную точечку одну. Now, when Krishna went to Mathura, Когда Кришна отправился в Мадхуру, at that time he held the hands of Uddhav and told him, Gatschutava Brajam Somya, go to Braja. он взмолился, взяв за руку своего друга Удава, он взмолился ему, Удава, отправляйся во Врадж. He said, Darayantyati Kritschena Praya Pranam Katanchena Pracha Gamana Sandesha Balavo Me Madatmika. He said, Oh Uddhav, in separation from me, the gopis of Vrindavan, somehow or other, they managed to just about hold on to their life. В разлуке со мной гопи Вриндавана каким-то непостижимым образом пытаются оставаться в живых. And they only stay alive. They're dangling by the Asha Tantu. Уже вот эта жизнь их висит на волоске. Do you know what a Tantu is? Знаете, что такое танту? Then you have, if you don't know, you have to come to the Astrahan festival, Если вы не знаете, что такое танту, вам необходимо приехать на Астраханский фестиваль в where we августе. have kirtan in the lotus fields. 22 августа, потому что там мы будем петь киртан на лотосных полях. If you break the stem of a lotus, Если вы сломаете стебель лотоса, then inside there are very fine fibers. внутри тоненькие волокна там. And
just one of these fibers is very, very thin, very fragile. Каждый из этих волокон If you touch it, it couldn't break. тонкий. Даже просто коснувшись подушечкой пальца, вы можете порвать это волокно. So in the same way, the gopis are their life is hanging from Ashatantu, from the very fine, fragile, and delicate fiber of a hope that Krishna one day will come back to Vrindavan. И вот это Кришна объясняет Удаве, что их жизнь висит на вот этой танту, что просто вот эта надежда, что он все-таки вернется когда-нибудь во Врач, удерживает их в живых. So Krishna said to Uddhav, Valavyo me madatmikaha. Oh, these gopis, my beloveds, they are my Atma. И Кришна говорит Удаве, эти мои возлюбленные, они моя Атма. Why did Sri Krishna say madatmikaha, that the gopis are my Atma? Почему он сказал, что эти гопи моя Атма? Because he wanted to impress upon Uddhav that you must go there if you have love for me. Because they are suffering, and because they are my Atma, so I am suffering. And if you go and pacify them, then it will pacify me. Хотел вызвать заинтересованность в Удаве, чтобы он понял, насколько это важно для самого Кришны, потому что Удава обожает Кришну, и если Кришна ему говорит, что эти гопи моя Атма, если что-то с ними случится, больно будет мне. Чтобы Удав понял, что ему действительно надо срочно ехать во Врач. So Uddhavji, he went to Vrindavan. Удав отправился во Врач. And he saw the astonishing love of Brajagopis. И действительно стал свидетелем там потрясающей, неописуемой любви Враджа Гопи. Vande Nanda Brajaistrinam Padarenam Avikshnasaha Yasam Harikaturitam Punati Puvanatra. And he said, I bow down forever and ever to the dust on the lotus feet of these gopis. Он сказал, я склоняюсь в вечном поклоне перед пылью со стоп этих Враджа Гопи. And he came back to Krishna. И он позже вернулся к Кришне. And pastimes went on for many, many, many years. И потом их лилы длились много лет. And in the end, after 125 years, when Sri Krishna was about to leave this world, И когда уже прошло 125 лет после явления Кришны, Кришна уже готовился завершить свои лилы на земле. Sri Krishna was instructing Uddhav Кришна стал давать наставления Удаве, about different levels of devotees. рассказывая о разных уровнях, разных рангах преданных своих, Kanishta, Madhyam Bhagavat, Uttam Bhagavat. о разных видах Бхагават So, преданных. Каништа, Мадья, Uttam. Утам. So as he was going up higher and higher devotees, then naturally, then the remembrance of И, Brajagopis. конечно же, он не мог не упомянуть про Джагопи, потому что, как он начинал обсуждать более возвышенные уровни преданных, непременно Actually, ему Krishna пришлось never forgets Radhika. сказать что-то о Гопи. На самом деле, Кришна ни на секунду не перестает думать о But Радике. now the subject came, so he would speak on it. Но сейчас, помнить он ее всегда помнит, но сейчас появилась уместная возможность что-то сказать о At that Гопи. time, Krishna said to Uddhav, И Кришна сказал Удхаве, Ramena sadam maturam pranite swapalkina mae anuragta chittaha vigada bhavena name viyoga tivra deonyam ditrishu sukaya. O Uddhav, Кришна сказал Удхава, when Swapalka, когда Свапалка, that is Akrura, came from Mathura to когда Vrindavan, Акрура приехал из Мадхуры во Вриндаван and he took me away along with Balaram. и увез меня из Вриндавана вместе с Баларамом. At that time, the gopis whose hearts were deeply attached to me, И тогда гопи, чьи сердца были прочно привязаны ко мне, they experienced extreme distress, они испытали неописуемую боль. and they could not see any happiness anywhere. Они уже нигде счастья найти не могли. So, Srila Sanatana Goswami, in the commentary on this verse, Санатана Госвами в своих комментариях на этот стих he explains Sri Krishna's bhava. объясняет настроение Шри Кришны. He said that actually the first time when Krishna spoke to Uddhav about the gopis to send him to Vrindavan, Потому что он объясняет, что первый раз, когда Кришна из Матуры просил Удаву отправиться во Вриндаван и рассказал ему о Гопи, he glorified the он gopis, прославил Гопи, but not fully, но не полностью. because
Uddhav just won't believe. Потому что Удав бы не мог в тот момент понять ничего о величии Гопи. But after Uddhav had been to Vrindavan, Но после того, как у Удава был прямой опыт then many years later when Krishna was glorifying the gopis, he could speak the truth. общения с Гопи, то когда уже много лет спустя, когда Кришна заговорил о Гопи, он мог говорить открыто. He's saying to Uddhav, Он сказал Удхаве: do you know who I am? ты вообще понимаешь, кто я? I am known as Madhusudan. Меня зовут Мадхусудан. Madhu means honey, Мадху значит мед. and Sudan is one who drinks. So I'm like a honeybee, I drink the honey of praying of the Судан, тот, gopis. кто пьет. Я подобен шмелю, который пьет мед любви Гопи. But another meaning is Madhu means happiness, Но еще одно значение слова Мадхусудан. Мадху значит счастье. and Sudan means one who destroys. Судан тот, кто разрушает. So that's who I am. И вот это я и есть. If anyone comes to me, Если кто-то встречается со мной, then I destroy their happiness. я разрушаю их счастье. They cannot find any happiness anywhere. Нигде уже они счастья не найдут. So be careful. Будьте осторожны. Don't become involved with this Krishna person. Не вовлекайтесь в общение с этим Кришной. If you hear his name, if you hear his pastimes, then your life will be Если ruined. вы услышите его имя и услышите о его играх, то все уже полный конец You вашей become жизни. mad. Вы сойдете с ума, You become homeless. станете бездомным, You'll be wandering here and there будете блуждать повсюду, like a beggar. как попрошайки. Your family members will be crying, oh, where did he go? Where did she go? Родственники будут рыдать и думать, куда же он делся, куда она запропала из And you will дома. be crying also, Вы тоже I left будете everything плакать. for Krishna, but now I have not even Krishna. I have nothing now. Плакать, все оставил ради Кришны, и ничего теперь нет, и Кришны у меня нет, и добра моего нет. So be careful. Поэтому будьте осторожны. So Krishna, this is my nature. I'm Madhusudan. И Кришна признался Удаве, говорит, вот таков я от природы, Мадхусудан. Before I said to you, Balavamay Madatmikaha, that the gopis are my Atma, Ты помнишь, я тебе сказал, что Гопи это моя атма. meaning that their suffering and their suffering is my suffering. И я имел в виду, что их страдания это мои страдания. But what I could not tell you at that time Но is, тогда я не смог тебе it признаться. actually, yes, I suffer in separation from them and they suffer in separation from me, but their suffering is 1,000,000 times more than mine. Я не осмелился признаться тебе в следующем, во время того разговора, что да, я страдаю в разлуке с ними, они страдают в разлуке со мной, но их страдания 1,000,000 раз превышает мое страдание. How could they love me so much? How could I put them in that condition? Если они меня так сильно любят, как я мог оставить их в таком жутком состоянии? But still I have done it. Но все же я так поступил. Because that is my Madhusudan Swabhava. Потому что такова моя Мадхусудан природа. The akritagya, the ungratefulness, Вот это какая-то черная неблагодарность. and the cruelty that is in me. Это жестокость во мне и черная неблагодарность. That fault is not in them. Этого изъяна в них нет. So Krishna admitted it in the end. В конце It was a confession at the end. это уже было его исповедью перед уходом земли Удави. Он признался в том, что Акритагья там была. So when the Sakis spoke this verse to Поэтому, Krishna, когда Саки беседует с Кришной, though he cleared it and Rasalila went on, but in their heart they had some doubt. он вроде убедил их, что нет в нем Атмараматы, Аптакаматы, что он вроде нет в нем неблагодарности, но все же сомнения остались у них в сердцах. Все-таки они продолжали подозревать. You know, you have a swabhav because of your samskars. Вы знаете, природа каждого человека определена впечатлениями прошлых жизней, самскарами. Though they don't know that Krishna is Bhagavan, they don't know. Они не знают, что Кришна Бхагаван, Бог, But they can see his heart. но они видят его That there's сердце. some kusanskar there that causes his Madhusudan swabhav. Они видят, в сердце какая-то плохая самскара сидит и вызывает эту склонность его разрушать счастье. And the Sakis were thinking, as long as that spot remains in Krishna, then he can never experience the pure, unadulterated ecstasy of pure love. И вот это не давало покоя Сайке. Они думали, до тех пор, пока вот это кусамскара, вот это плохое будет в нем оставаться,
Он не сможет испытать радость беспредельной, чистой, глубокой любви. But when Sri Krishna became inspired by his 3 types of greed to appear from the womb of Sachimata, Но когда у Кришны появились вот эти 3 лодки, которые вдохновили его явиться из лона мамы Шачи, and he performed his Gaura Lila, и он явился в облике Гауранги then Махапрабху, all those Sakis came. Саки пришли вместе с ним. в эту Lalita лилу. became Swarup Damodar Goswami, Lalita Vishaka became Roy стала Ramananda, Rupa Swarup Manjari became Rupa Goswami. То есть все Саки, они проявились тоже в Гора Лила, Сваруб Дамодар, Рамананда, Рупа Госвами. And now, the desire that they expressed in this verse, И вот это их желание, которые, вот эти нехорошие качества, от которых они хотели избавить it Кришну, was fulfilled. вот это их желание исполнилось. Why? Because see, Krishna is Chaitanya Mahaprabhu. He is not Atmaram. Потому что Кришна в облике Чайтаньи Махапрабху полностью совершенно не Атмара. He's always crying. Всегда плачет. Premadana bina vyarta daritra jivan dasa kori vetan mori deo premadan. Oh, without the treasure of prem, I am a poverty-stricken beggar. Он всегда рыдает, говорит, без сокровища према я просто нищий. I am completely destitute. И у меня ничего нет. Oh, Krishna, accept me as your servant and give me the salary of prem. Прими меня своим слугой, Кришна, и заплати мне зарплату в форме трансцендентной любви к тебе. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is not Atmaram. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху совершенно не And Атмара. he is not Aptakam or Purnakam. И он не Аптакам, не His Пурнакам. desires are not fulfilled. Его желания не исполнены. Because even when Chaitanya Mahaprabhu has the darshan of the sweetness of Krishna, Потому что даже когда он получил даршан, ощутил сладость Шри Кришны, but he's not satisfied. He wants to taste more sweetness, more sweetness. но этого ему было мало, ему нужно было больше, больше, больше сладости. Na jane janita kirabhiramita krishneti vana dvai. I do not know how much nectar is coming out of these 2 syllables, Krishna. Для меня непостижимо, сколько нектара исходит из этих 2 слогов Кришна. When it dances on the tongue, I can taste the sweetness of this name, but I'm not satisfied. I'm not Aptakam, I'm not Purnakam. I want millions of tongues. Когда это имя танцует на моих устах, мне кажется, что этого все мало. Мне хочется, чтобы у меня было больше языков. Мне хочется вкусить больше нектара этого имени. And in the Я form of Gauranga Mahaprabhu, then Krishna is not Akritagya or Gurudrohi. И в ипостаси Гауранги Махапрабху в Кришне полностью отсутствует акритагия или вот это качество гуру-дрохи. He never goes against those who have faith in him. Никогда не противостоит тем, кто верит в него. What to speak of that? He gives the prem to everyone. Он вообще всем щедро раздает прему. Even those who go against him. Даже тем, кто противостоит ему. He gave prem to Jagai and Madai. Дал прему Джагай и Мадаю. Oh, even when he was going through Jarikanda forest, he gave prem to tigers and elephants and bears and snakes. В джунглях он дал прему диким животным, хищникам, So змеям, тиграм. he is not Guru Drohi. Поэтому он совершенно не гуру-дрохи. All, whether they serve him or not. Великодушно одаряет всех, служат ему или нет, верят в него или нет. So in this way, 3 desires of the Sakis mentioned in this verse of Rasalila, they became fulfilled in Gaura И Lila. вот эти 3 желания Саки, которые не смогли удовлетворить Кришна Лила, они исполнились в Гора Лиле. So Sri Chaitanya Mahaprabhu is called Asha Mitan and Asha Jagan. И Махапрабху называют Аша Метан и Аша Джаган. Asha Mitan means he fulfills all desires. Аша Метан, он исполняет все желания. His own desires, Radhika's desires, all the Sakis' desires, and all the desires of the living. Его собственные желания Радики, желания Саки и желания всех живых существ. And he's Asha Jagan. И он Аша Джаган. That means that by his golden effulgence, by his merciful glance, and through his associates, Asha Jagan, he awakens Asha desires also. И своей золотой аурой, через своих преданных он пробуждает желания. Madhu Madhura Smita Lobita Tanubritam Anupama Bhava Vilasam Anupama Bhava Vilasam.
the incomparable loving pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, Несравненные лилы Шри Чайтаньи Махапрабху, which are expressed on the sweet expressions of his face, которые выражаются в сладостных выражениях лица. that awakens Chaitanya low Mahaprabhu. greed in the hearts of the embodied living Эти entities. эмоции, отраженные на его лице, пробуждают лобху в сердцах живых существ. And what greed is that? И что это за лобха? Что это за страстное желание? For Radha Dasa, Желание обрести for Радха-даси. Nitya Nikunja Seva, Возможность служения Шримати Радики the и eternal Кришне. service of Radhika in the Kunjas of Vrindavan. Вечное служение Радики в кунджах So Вриндавана. we are praying to that Sri Chaitanya И Mahaprabhu мы молимся этому Шри Чайтаньи Махапрабху, that he will sprinkle his mercy upon us. чтобы он пролил свою милость и на нас. And that Seva Abhilas, Radha Padma Seva Abhilas will awaken in our И чтобы Сева Абилаш, желание служить лотосным стопам Радики, проснулось в нашем сердце. Sri Sachidanand Gauri ki Jai, Nitai Gaur Premanande.